В общем, мы сидим на первом ряду вместо больших. Потому что не все хотели, что мы еще не
Нет, просто А как мы не занимаемся? Как тебе? Мы не занимаемся.
Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада, что мы сегодня продолжаем работу международного медицинского семинара, который вызывает очень большой профессиональный интерес. И хочу подвести итоги первого дня нашей работы. Вчера у нас состоялось более 12 профессиональных площадок. Они проходили в различных формах. У нас было несколько открытых лекций, были дискуссии, форсайт-сессии. Сразу хочу ваше внимание обратить, что вы можете ознакомиться с результатами первого дня на нашем сайте. У нас представлены на сайте все записи каждой площадки и также информация в текстовом виде по итогам нашей работы совместно именно с вами, включая уже некоторые даже интервью наших экспертов, которые мы вчера записали. Я очень надеюсь, что сегодня у нас тоже будет очень насыщенная профессиональная программа. Мы начинаем сегодня работать в 10 утра и будем завершать работу в 18:00. Технология работы аналогичная, как мы определяли с вами и работу вчерашнего дня. Аналогично я имею в виду, что каждый выстраивает свой индивидуальный график, исходя из своих профессиональных потребностей, исходя из своей профессиональной мотивации. Это, уважаемые коллеги, основная ваша задача – это принять участие
в деятельности тех профессиональных площадок, которые вам важны с точки зрения вашего профессионального развития. И, уважаемые коллеги, позвольте мне открыть второй день нашего семинара и представить экспертов, которые будут вместе с вами работать на первой площадке. Мы открываем наш семинар площадкой, которая будет проходить в форме кейса. Кейс будет посвящен вопросам оценки образовательных программ. Это очень важная профессиональная задача, которая стоит перед каждым директором школы, перед каждым преподавателем. Поэтому, уважаемые коллеги, позвольте мне представить наших экспертов. Начинает работу с нами Уильям Эджиктон, профессор университета Винсента Хьюстона. Надежда Викторовна Бысик, федеральный эксперт, идеолог проекта «Эффективная школа». Вместе с нами будут работать. Уважаемые коллеги, я передаю слово нашим экспертам, которые будут работать вместе с вами, выстраивать наш профессиональный диалог. Спасибо, уважаемые коллеги, за то, что вы сегодня принимаете активное участие в нашем семинаре. Елена Плохова. Good morning. Доброе утро. One of the most important things that we as teachers do Одна из самых главных вещей, которые мы, учителя, делаем, is assess our students. оцениваем наших учеников. And I've learned quite a bit yesterday in our sessions. И вчера Билл узнал много информации. Our colleague Svetlana had a master class yesterday talking about evaluation. Вчера был мастер-класс, где мы обсуждали про оценочные оценки. And I thought it was a wonderful idea for teachers to evaluate other teachers for the purpose of self-reflection. Я подумала то, что учителя, которые оценивают других учителей, они также могут совершенствоваться благодаря этому. I'm going to put this down. I feel much more comfortable talking without a microphone, I'm sorry. Биллу более удобно говорить без микрофона. You are recording. Oh. Then I will use the microphone. When I watch the Olympics, Когда я смотрю Олимпийские игры, and I watch gymnastics or ice skating, и когда я смотрю гимнастику или конькобежный спорт, and the athlete performs their task, a floor routine in gymnastics, и когда атлет исполняет свое предназначение, показывает свои упражнения, and I watch and I'm so impressed by their abilities, и я смотрю, и я очень вдохновлен и удивлен тем, что они делают. and I think, wow, that was really good. И я думаю, вау, это было очень клево. And then the judges don't score them very well. Но судьи, они не оценивают их так же хорошо, как я думаю. And I always think, what was wrong with that? Why did they score them so low? И я думаю, почему так получается, почему они так плохо оценивают? Because it sure looked good to me. Потому что они выглядят хорошими для меня. But the judges have special things that they are looking for. Но судьи имеют специальные такие вещи, по которым они оценивают атлета. And if the athlete does not do each of those things, then they're graded down. Если атлет не исполняет те качества, которые им нужны, то они ставят плохие оценки. And so sometimes, even though we think something is special or not special, just by looking, И даже когда мы иногда смотрим, и нам кажется, что что-то очень особенное, просто смотря на это, it may not be special or poor in reality. это на самом деле может быть не таким особенным в настоящей жизни. In the United States, we call that the eye test. В США мы называем это визуальный тест. Да? And that is, did it look good? Это смотрится хорошо. But I know in teaching, if we just go by
what looks good, if that's how we evaluate, we're doing a very, very large disservice. Если когда мы преподаем, мы оцениваем просто смотря на это, то это неправильно. Has anyone in here, when you were in school, received a grade from a professor or an instructor or a teacher? Когда вы были в школе, вы получали оценки от учителей? And basically, the grader could not tell you why you received the grade you received. И в основном учитель не мог вам объяснить, почему он поставил вам именно эту оценку. They said, it felt like a B. It seemed like a C+. И учитель отвечал то, что, казалось, то, что вы сделали на троечку или там, на четверочку. Has that ever happened to anybody? It happened to me a lot when I was in Случалось ли school. с вами такое? And by the same token, I see teachers do that as well. И я вижу то, что учителя до сих пор продолжают это делать. And my point in all of this, it's very important when we evaluate И я думаю, то, что это очень важно, когда мы оцениваем, that we have established standards that we are looking for. чтобы у нас были установленные стандарты, по которым мы оцениваем. Because what might look good or poor Потому что то, что может казаться хорошим или плохим, again, in reality, may not be good or may not be poor. в настоящей жизни может быть не настолько хорошим или не настолько плохим. And by the same token, we as teachers need to be careful in our assessment Мы, как учителя, должны быть более внимательными в нашей системе оценивания. we need to be equally careful when we evaluate programs or schools or departments or pieces of education. И мы также одинаково должны быть очень внимательны к тому, как мы оцениваем школы или образовательные программы. Can you imagine? Well, let me say this. In the United States, and I imagine in Russia and the Komi Republic, what the public knows about education is just what they see. В США, так и наверняка, как и в нашей Коми-республике, все, что мы знаем об образовании, это просто то, что мы видим. Or what they hear, Или то, что мы слышим, or what they read. или то, что мы читаем. Is that a fair assessment of the public and their view of education in the Komi Republic? Это справедливая оценка общества, в глазах общественности? Not at all. I'm learning something else today. Но сегодня я кое-что другое преподам. Perfect. Because in the United States, all the public knows about schools are what they read or hear or just happen to observe quickly. Okay. In the United States, all that the people know about schools or education is what they read in the paper or what they hear from their friends. В Соединенных Штатах Америки все, что люди знают об образовании, это только то, что они видят или слышат через друзей. In the United States, everyone is an expert on education. В Соединенных Штатах те, кто эксперты, Каждый эксперт в образовании, в области образования. Because everyone went to school. потому что все ходили когда-то в школу. And they think because they went to school, they know education. И потому что они ходили в школу, они думают, что они знают образование. Which is similar to, I know about dentistry, being a dentist, because I go to the dentist. Это то же самое, что если я знаю, Это то же самое, как если бы я ходил к зубному и знал точно то же самое, что делают зубные врачи. And so again, the importance of assessing the quality of a program or a school cannot be left to the eye test. И поэтому проблема оценивания не может только основываться на взглядах. So my hope in our time this morning is to give you a brief overview of what assessing quality education programs might look like. И сейчас я хочу вам донести, как выглядит оценка качества образовательных программ. And then my colleagues will follow up, come after me,
and be more specific and give you some more things to think about. И коллеги, которые будут выступать после Билла, они будут более направлены и более подробно расскажут вам об этом. Most educational institutions need to provide formative and summative assessment. Большинство образовательных учреждений должны обеспечить формирующую и итоговую обратную связь с программами для улучшения оценок. Because just as teachers, we couldn't expect our students to improve unless we gave them feedback. Потому что, когда мы учим, мы не можем ожидать от студентов то, что они станут хорошими, если мы не дадим им ответ. And we can't expect a teacher or a program or a school to improve without feedback. Мы не можем ожидать то, что школа станет лучше, если мы не будем получать от нее какой-то результат, ответ. And this will come in the form of formative and summative assessment. И это будет приходить через формативное и суммативное оценивание. And a quick reminder, and I'm sure I don't need to remind teachers, but formative assessment is assessment that is done during the activity or during the lesson or during the semester or during the time that it is going. То есть формативное оценивание – это оценивание в течение какого-то процесса. In order to see how are we doing as we go. Чтобы знать, как у нас дела идут. And then summative assessment is when something is completed. А суммативное оценивание – это когда уже что-то завершено, и то есть это итоговая оценка. And it certainly will help us when we're evaluating a program or a school in order to look at it longitudinally or over the long term. То есть итоговая оценка нам покажет результаты о том, каких успехов добилась школа. We use data continually. Мы используем информацию постоянно. In fact, in the United States, sometimes teachers say we're using too much data. На самом деле в США мы иногда говорим, что мы используем очень много информации. But it's data that allows us to be precise and specific with our feedback. Но это та информация, которая позволяет нам быть специфичными с результатами, которые мы получаем от других школ. So instead of saying, well, that program seems like it's doing well, Вместо того, чтобы говорить, эта программа выглядит неплохо, or I think that school is doing well, или я думаю, что эта школа преуспевает, we're able to say, the school is doing well, and this is why. These are the reasons why. мы можем сказать, что школа преуспевает, и вот поэтому, то есть по каким-то фактам основать. So the eye test can be beneficial in a lot of things, Визуальная оценка может помочь вам преуспеть, but it's not always appropriate in education. но она не всегда помогает в образовании. Often universities, secondary schools, primary schools, ministries of education Очень часто в университетах, министерствах образования, школах will ask, where's the data? будут спрашивать, где информация? Show me why. Покажите мне, что такое, почему. And so we use this data. We use test scores. We use evaluations. We use whatever assessment we want to use. Мы используем любые системы оценивания, которые нам кажутся лучшими, то есть тест или экзамены. And this helps us understand the quality of the program. И это помогает нам понимать качество программы. And one of the ways we as teachers know we use this is through a rubric Мы, как учителя, также используем рубрик or a checklist, right? или просто листы оценки, проверки. Again, when I was the student and my teacher said, your paper is a C+, Когда я был учеником, и студент говорил то, что на моей оценке такая оценка. and I wanted to know why
what did I do or what did I not do? Я хотела знать, почему я получила именно эту оценку, что я сделала так и что я сделала не так. Often they couldn't or wouldn't tell me. И часто учителя не могли объяснить мне, почему именно так сделали. And as we as teachers know, with the rubric though, И как учителя мы знаем, что посредством оценивания we can show how the data does or does not. Check, 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 no check. мы можем сказать, как информация помогает нам правильно оценивать учеников. Or 1, 2, 3, 4. То есть ставить оценки. But it's very important that the rubric be specific. Очень важно, чтобы эта система оценивания была конкретной. When I work with teacher candidates, one of the most challenging aspects for them is to develop fair and effective rubrics. Когда я работала с другими учителями, самой большой проблемой для них было создание справедливой системы оценивания. And many of you teachers know it is very difficult, even as an experienced teacher at times, to develop an effective and fair rubric. И вы, как учителя, наверняка можете сказать, что это действительно очень сложно сделать правильную систему оценивания. But regardless, this is how we develop them. Но это то, как мы совершенствуемся. When we work with our teachers in writing a lesson plan, or when we work with the teacher on a growth plan for improvement, it's very similar to what universities or programs or schools must do. When we work with our students on writing a lesson plan and the proper way to write a lesson plan for teaching, Когда мы работаем с студентами, чтобы написать хороший план для образования, it's very similar to how schools and programs and universities develop a lesson plan. это то же самое, что когда другие школы и университеты делают то же самое. Кристина, говорите в микрофон, на последних рядах вас плохо слышно. Слышно? Вот теперь слышно. We always tell our teacher candidates that a lesson plan is a roadmap to where you want to be. Мы очень часто говорим нашим студентам то, что план урока – это та дорога к той цели, которую вы хотите достигнуть. A lesson plan tells you where you want to go, how you're going to get there, and how you know if you got there. То есть план оценивания говорит вам, как вам этого нужно достичь и что вам нужно для этого сделать. And it's very similar to how a program, a school, or a university sets up its lesson plan. И также важно, чтобы и другие школы и университеты ставили свои планы образования. That is, where the program is, where it wants to go, how it's going to get there, and how it knows if it got there. То есть это те системы образования, то есть институты знают, как и чего добиться благодаря этим планам. And so just as we tell teachers, the first thing you want to do is have a goal. Как учителя, первую вещь, которую вам нужно иметь, это иметь цель. The first thing a program or a school or a university needs to have is a goal. Каждой школе, университету, институту нужно иметь цель. Or the overall idea of where you're going. Или общую цель, общую идею, куда они хотят направляться. And often this takes a while for a program or a school or a university to determine. И то есть, чтобы направить институт, школу, занимает очень часто большое время, чтобы составить такой план. But once it determines the goal, then objectives are set. То есть нужно установить цели, которые основаны на задаче. Or the specific ways to get to that goal. Или то есть конкретные шаги, чтобы достичь этой цели. For example, if I was teaching world history, my goal might be to have my students familiar with world history. То есть, например, когда я преподавал историю, моей целью было то, чтобы мои ученики знали какую-то информацию по истории. But my objective might be to have the students identify
events that led to World War II. Но моей задачей было то, чтобы ученики знали определенные даты, чтобы, например, распознать про Вторую мировую войну. The goal is big, but the objective is specific. Цель может быть большой, но задачи должны быть конкретными. So objectives must be set, and it's the same for a program, a school. They set a goal, and then they have to set objectives, specific things that they want the school to accomplish. То есть, как университеты и школы, должна быть цель, которая основана на задачах, на конкретных задачах. And this may take a while as well. И это также может занять большое время. So we've got goals, we have an objective, and now to measure the objectives, we look at criteria or indicators. То есть у нас есть цели и задачи, но чтобы измерить наши задачи, у нас есть критерии. And this could take even longer for a school or program to determine. И это также очень много времени может занять. So, a program has set its goals, it has determined objectives, it has determined the indicators or the criteria that it wishes to use to know if it got there. То есть, представим, то, что школа или институт поставили цель, поставили задачи, они знают критерии, которые, каждой задачи, чтобы достичь этой цели. So then what must happen is we have to look at the data to determine what did we find. И поэтому мы должны смотреть на информацию, чтобы получать ответ, то, что мы получаем от этого. Did this teacher candidate program have 100% students successful on examinations? Имеет ли эта программа 100% успеваемость в школе? Or did this the teacher preparation program have 50% of its students successful? Или только половину учеников преуспевающих? And for each criterion, did we do well in this criterion? Did we not do well in that criterion? Did we do well on this criterion? And well would be subjective. И по критериям оценивать, сделали мы хорошо именно по этому критерию, по другому критерию, и оценивать. For example, in our home state of Texas, Например, в штате Техас, when a student in the 8th grade takes a history exam, когда ученик 8 класса берет экзамен истории, it's standardized. That means every 8th grade student in the entire state will take that exam. Принято, чтобы каждый студент 8 класса принимал тот же самый экзамен. 13 years ago, when we first implemented that exam, 72 was considered passing. 13 лет назад, когда мы установили этот экзамен, мы определили то, что 72% учеников прошли этот экзамен. The next year, 77 was considered successful. А в следующем году 77% прошли этот экзамен. The next year, 80% correct was considered successful. И в следующем году 80%. You see where I'm going with this? То есть у нас увеличивается процент. We have to determine this will be successful or this will be successful, and that's important. То есть мы должны оценивать то, что это критерий, который нам поможет. То есть критерии оценивать. In the example I just gave you, it was raised every year and became difficult. По примеру, который мы привели, процент повышался, и это было довольно сложно. So once you've looked at the findings, you've used the data, you know the results, perhaps the most important thing is what are you going to do with that result? То есть, когда вы в итоге получили какой-то результат, самый важный вопрос, который вы задаете, что нам делать с этим результатом? Do you say, yes, we're good, and throw it away? Скажем ли мы, да, неплохо, и выкинем результат? Perhaps you say, oh, we're awful, and throw it away.
Или мы скажем, о, это не так хорошо, и снова откажем. which many programs and schools might do. Возможно, некоторые школы так и делают. But that's not what should happen. Но это не то, что должно быть. For example, at my university, in our teacher preparation program, our students take certification examinations for the state. Например, в штате Техас в университете студенты, которые пытаются стать учителями, они должны сдать экзамен, чтобы получить сертификат. Most students will take 2 exams to become certified. А некоторым студентам нужно взять 2 экзамена, чтобы получить сертификат. Do they know their content and do they know their pedagogy? Знают ли они педагогику и знают ли они сам предмет. Our program at my university receives the results. Программа в этом университете принимает результаты. We have to look at how our students did in every criterion for every objective for all the tests. То есть мы должны смотреть по нашему плану, как каждый студент преуспел по критериям. We use that data and the findings to determine how we can improve. Мы используем эту информацию, чтобы узнать, как мы можем стать лучше. Now, often, we don't, if we have 5 areas in which we need to improve, we'll pick maybe 2, maybe 3 to concentrate on. Если у нас есть, например, 5 критериев, по которым нам нужно стать лучше, мы можем выбрать, например, 3 критерия. For example, we might see that only 75% of our students were successful in the criterion that deals with appropriate classroom climate. Например, 75 студентов. What's good classroom environment? Students. 75%. 75, yes. So we'll say 75%, only 75% of the students were successful in the criteria for classroom environment. К примеру, 75% студентов преуспели по критериям среды в классе. And we determine how can we improve, and then take that and come up with ways that we can serve our students better to hopefully raise the score. И то есть мы принимаем во внимание этот факт и пытаемся улучшить себя, чтобы помочь студентам, чтобы они стали сами лучше. It will take at least a year before we see if our efforts were successful. То есть это может занять год, чтобы узнать, преуспели ли наши усилия в этом. And then in a year, when the next group of students takes the test, И через год, когда следующая группа студентов берет тот же самый тест, we'll look at how they did in that criterion again. мы также смотрим на тот же самый критерий. And that'll help us determine our continuous improvement. И поэтому это поможет нам узнать планы для продолжительного совершенствования. Because it can't be a 1-year objective to improve. Это не может быть только всего лишь целью для одного года. We can't say, oh, we did better this year and throw it away. Мы не можем сказать, что в этом году мы сделали лучше и все, оставить это. То есть мы должны продолжительно в этом совершенствоваться. It'll be very important that we continue to improve. Да, то есть нам надо продолжать. And that's not always easy. Это не очень легко. And so that's why it's so very important that teachers, administrators, rectors, everyone work together. Очень важно, чтобы учителя, так же как и директора, весь учебный совет работали вместе. In the analysis and determination of what should go into that analysis. What's another way to say it? Everybody work together to try to get better. То есть должна быть командная работа всего учительского состава, чтобы улучшиться. As many of you know, what I have just described here could be at the very least,
maybe a one-year project, but more than likely, many, many years. То есть этот проект может быть возможный как по одному на 1 год, но очень важный и очень, скорее всего, это займет больше, чем 1 год. And many of you may have been on improvement teams or analysis teams before. Возможно, кто-то из вас были в совете, в таком учебном совете по тому, как улучшить образование. But we know if the school is improving and the program is improving, we're becoming more effective for our students. То есть мы знаем, если наша школа улучшается и программа улучшается, то и, соответственно, наши студенты тоже станут лучше. And everybody needs to improve. Everybody needs to go through an analysis project. Каждому нужно улучшаться. Go ahead and read those off. Or you can just do the school, the program, the instructor. Логистика – это говно. Говно или отдел образования. Управление образования, каждая школа, каждая программа и каждый педагог. То есть система оценивания индивидуально создана в разных школах, университетах. Если работает как система. Ну, работает как система. От управления образованием То каждая есть система оценивания должна быть на всех уровнях. И на уровне муниципалитета, и в школе, и по каждой образовательной программе, и у каждого учителя. No. Everybody here? That's like perfect. Okay. Sometimes we think it's just the teacher that needs to improve or to analyze their effectiveness. Иногда нам кажется, что это только одному учителю нужно самого себя улучшить. But it's everybody involved in the child's education, and that's the school, the program, the region, everything. Но на самом деле все включены в это улучшение, так же как и район, и остальные учителя, и другие школы, и сами ученики. You know, sometimes we forget that our political leaders were once 10 years old. Иногда мы забываем то, что наши политические деятели, когда-то им было 10 лет. And our entertainment celebrities were once 10 years old. И даже наши знаменитости им было по 10 лет когда-то. And our athletes who are heroes were once 10 years old. Или герои, на которых мы смотрим, или атлеты, им тоже когда-то было 10 лет. And so instead of not caring about a child because they may not be successful, Вместо того, чтобы они беспокоятся о ребенке, потому что нам кажется, то, что он не может быть удачливым. we have to remember that they could be the next football star, singing star, or president of the federation. Мы должны помнить, что именно этот ребенок может быть будущим президентом, будущим атлетом, будущим героем. And that's why we analyze ourselves and our programs. И поэтому нам нужно анализировать как нас самих, так и наши программы. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо, коллеги. Действительно, позвольте мне чуть-чуть отнестись к тому, что было сказано. Это действительно очень важно. Смотрите, коллеги, мы умеем ставить цели и даже декомпозировать их в задачи. И в этом уже это для нас не составляет никакого труда. Да? То есть каждый учитель даже в плане урока способен поставить задачи. И он понимает, чем отличается задача образовательная, например, от задачи развивающей или там воспитательной. Да? Но вот дальше мы с вами очень часто не ходим. А дальше, как сказал Юрий, должны быть разработаны критерии, по которым мы галочки можем поставить, которые покажут, что эти задачи выполнены. Это очень важно. Вот мы, когда работаем на курсах, есть такая, может быть, вы слышали, технология Lesson Study. Это технология совместного планирования и анализа урока. И вот эта технология начинается с того, что группа учителей садится и разрабатывает задачи, которые учащиеся должны на уроке решить
не содержательные задачи, там такое-то уравнение освоить, да, а задачи, формирующие компетенции, которые сейчас мы говорим. То есть, ну, даже, в общем, не важно, какие задачи, но учителя вместе их планируют, а потом пишут, как они смогут на уроке отследить в деятельности учащихся, насколько эта задача сформулирована. А потом, согласно этой технологии, уже после уроков, они еще и проводят небольшое анкетирование учеников, спрашивая их, получая обратную связь, как эти задачи фактически ребенок взял и унес. И вот этот вот этап формулирования ожидаемых результатов, он очень важен. И очень часто мы не обращаем на него внимания, выставляя оценки, так как, опираясь, я бы сказала, на свой педагогический опыт, говоря, ну да, я знаю, ты этот материал усвоил на 4. Почему? Непонятно. Ну, я 30 лет работаю учителем, я знаю, что это точно на 4. Но, коллеги, как это сложно объяснить родителям, да? Почему вот именно 4? И если бы у нас были вот эти вот критерии, по которым можно было бы расставлять галочки, тогда пришел родитель и говорит, почему у моего сына 2, а вы ему вот 10 критериев. А если бы еще ученик знал эти критерии до того, как начал изучать тему, когда учитель бы ему сказал, я поставлю вам 5 за изучение этой темы, когда вы будете знать вот это, уметь делать вот это, понимать вот это и так далее. Тогда ученик может сам поставить галочки, или они могут вполне поставить галочки друг другу, что тоже учителями используется. Ну и теперь позвольте мне перейти к теме моего доклада. И у нас очень удачно получилось. Билл говорил о технологии оценивания, а я буду говорить о содержании, а что должно оцениваться, учитывая вот современные подходы. И в течение 2 лет Высшая школа экономики совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который, понятно, деньги давал, и Московским городским педагогическим университетом, поскольку для нас процесс обучения важен, начиная с педагогических студентов и заканчивая профессиональным развитием учителя, выполняли такой проект, который называется «Универсальные компетенции и новая грамотность. Чему учить сегодня для успеха завтра?». И был подготовлен международный доклад. И этот доклад можно свободно скачать и почитать. На последнем слайде будет ссылка, и вы можете посмотреть наиболее подробно то, что я буду сегодня говорить. Итак, уже ни для кого не секрет, что образование меняется под влиянием изменений. И вот это вот teaching, когда учитель проводник знаний, а ученики должны их впитывать, заменяется новой схемой learning experience, когда рядом с учителем источниками знаний являются книги, веб-сайты, аудио, видео, файлы и другие источники информации. И роль учителя меняется. И меняются результаты, которые должен получить ученик на уроке. И очень популярна вот среди исследователей вот эта диаграмма, это результат длительного исследования, смотрите, с 1960 по 2010 год. Значит, на больших выборках взрослых людей измерялись их способности, их владение рутинными и нерутинными, аналитическими и ручными навыками. То есть можно просто копать, и это рутинный неаналитический навык, да, и другая физическая работа. А можно, например, создавать там картины или писать музыку, и это точно не рутинный, а творческий навык, и совершенно точно аналитический. Так вот, смотрите, значит, рутинные навыки — это желтые и зеленые кривые, и еще такого странного цвета, близкого к черному, да? И их роль во взрослой жизни, в профессиональной деятельности снижается из года в год. У нас остается все меньше рутинной работы. Мы планируем, что в скором времени операторы
которые отвечают нам по телефону, когда мы звоним в Сбербанк или в сотовую компанию сотовой связи, будут заменяться чат-ботами, то есть роботами, потому что это рутинный навык, и он все больше может передаваться роботам. Мы можем в магазине уже пользоваться автоматическими кассами, пробивая кассовые чеки, да, и нам для этого уже не нужен продавец или кассир. И роль таких навыков в жизни, благополучной жизни, меняется. А вот роль нерутинных навыков, креативности, творчества, критического мышления, анализа, синтеза, она неуклонно возрастает. И поскольку ответы на вопросы давали взрослые люди, то можно предположить, что это тот результат, который ждут от школьников. И можно предположить, что кривые нерутинных навыков будут еще больше вести вверх. И это значит, мы должны учить школьников именно этому. И в проекте в связи с этим было поставлено 3 важных вопроса. Во-первых, способов формулирования навыков современных очень много. Во многих странах об этом думают, и даже такие большие организации, как ОЭСР, Организация экономического сотрудничества, и большая исследовательская компания, которая проводит исследования, PISA и TIMSS, они думают об этом. И задача нашей группы исследователей была обобщить и сделать такую некую единую карту, которая могла быть руководством действий учителя, директора, исследователя и так далее. Поэтому необходимо было обобщить, какие навыки важны. Следующий вопрос: как их формировать в школе, на каких уроках, через какие действия. И третий вопрос: как нужно трансформировать российскую школу и систему образования для того, чтобы начать формировать именно вот эти навыки. Ну и первое, что сделали мои коллеги-исследователи, они обобщили существующие тенденции. И вот в области образовательной политики тенденции современные мировые таковы. Во-первых, важная тенденция – это профессиональное развитие педагогов. Коллеги, даже не повышение квалификации, а профессиональное развитие. Это процесс, который сопутствует учителю ежедневно. Профессионально развиваться можно как в системе профессионального повышения квалификации, так и индивидуально, как посещая уроки своих коллег, так и читая литературу, просматривая там сайты и так далее, и так далее. И вот тенденция идет к тому, что профессиональное развитие – это непрерывный процесс, и уже недостаточно просто раз в 5 лет сходить на курс. Дальше опора на данные мониторинга. Мы с вами проходим большое количество мониторингов: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО и так далее. И мы пишем контрольные работы с учениками, отдаем эти данные и забываем о них. А они подвергаются анализу. И первое, что можно сделать, увидеть, какие дефициты есть у учеников, по каким темам, по каким предметам, в каких классах. А дальше, и понятно, что эти дефициты учеников связаны с дефицитами учителей. И тогда понятно, как учить учителей. Сейчас в разных системах идут совершенно по-разному. Вот вы знаете, нас сильно опережают частные онлайн-школы типа Фоксфорд. Слышали? Значит, или Skyeng, лучшая образовательная школа, которая изучает сейчас уже не только английский язык. Это признанный лучший образовательный стартап. Так вот, коллеги собирают так называемый Big Data, то есть данные об обучении, в режиме реального времени и подстраивают учебный процесс с каждым учеником согласно собранным данным. Если они видят, что ученик, который учится английскому у этого учителя, лучше реагирует на визуальные картинки, значит, ему будут в курсе давать больше картинок. Если он лучшие результаты показывает после того, как поговорил с учителем, значит, будет так. И именно это называется адаптивное обучение. И эта перспектива для школы, может быть, звучит еще очень отдаленной перспективой, но на самом деле в ближайшем будущем мы вынуждены будем меняться, потому что, еще раз повторяю, что онлайн-система обучения уже это точно делает.
Я вам скажу, что Министерство просвещения России сейчас использует базу данных, которую собрал сайт Знаника. Если вы занимаетесь на сайте Знаника с детьми, то они 2 раза в год проводят контрольные работы. Так вот, они настолько грамотно раскладывают результаты, что на это даже обратило внимание Министерство просвещения. А они за все это время, по-моему, там около 10 лет они собирают, они собрали, как они посчитали, 2 миллиона наблюдений. Это база знаний, 2 миллиона знаний о том, как учатся ученики. Это колоссально. Прозрачность, поддержание коммуникации с заинтересованными сторонами. Сейчас мы уже не можем это игнорировать. И пора переходить от конфронтации с родителями к сотрудничеству. И мы вчера, вот у нас была проектная сессия, мы как раз с педагогами, с коллегами думали, что же делать, как же сделать так, чтобы родители хорошо воспринимали школу и участвовали в образовании детей. И мы пришли к выводу, что они должны знать и понимать информацию. Они должны быть все время в курсе. Оценка в электронном дневнике для родителей не показатель, может быть. А вот какая-то качественная характеристика, которую учитель делает, может быть, больше дает. А какие-то обучающие занятия в школе еще больше. Таким же образом мы работаем и с государством, и с сообществом, и с бизнесом, и все должны знать о том, что происходит в школе. И уже невозможно школу закрывать. Включение в результаты образования не только предметных, но и универсальных компетентностей. Коллеги, мы пока об этом много говорим, но совершенно не понимаем, как это точно делать. Хотя у нас в основной общеобразовательной программе школы есть отдельная программа формирования универсальных учебных навыков. Есть? Но что мы понимаем под этим, для нас пока такой загадка вопрос. И вот, кстати, опять возвращаясь к выступлению Билла, вот если бы мы могли разрабатывать критерии, помогающие видеть на уроке, как формируется критическое мышление или коммуникативные навыки, вот тогда нам было бы проще это оценивать. В области конструирования образовательных программ, значит, уже теперь совершенно понятно, что не может быть никаких отдельных уроков по формированию креативности или критического мышления. А учебный материал любых предметов должен быть переработан так, чтобы вот это критическое мышление находило себя и на истории, и на математике, и на других предметах. Хотя могут быть и специальные тренинги. Предметный материал формулируется крупными смысловыми блоками. И проектная деятельность под это подходит лучше всего. И многие школы передовые, они уже формируют такие блоки. И, может быть, вы слышали о том, что, например, в Финляндии образовательные стандарты сейчас строятся по-другому, не по предметным областям, а по большим смысловым темам. И уроки точно так же строятся. То есть есть общая большая тема, она часто связана с глобальными какими-то проблемами экологии, например, и межкультурного взаимодействия. И, соответственно, в разных предметах эта тема находит себя. И таким образом формируется общее понимание учащегося, а не отдельно знание учащегося по математике или по истории. Вот это образовательная тренды современная. Ну и, наконец, в области педагогических практик. Я уже об этом говорила вчера. Фокус главное, что смещается. Теперь мы должны думать не о том, как качественно преподавать, а мы должны понять, как ученик учится. Что из нашей работы позволяет ему лучше учиться? В центре не преподавание, а учение. Поэтому мы, когда планируем результаты урока, мы планируем не действия учителя и цели ставим не в отношении действий учителя, а в отношении того, что будет делать на уроке ученик. И результаты того, что достигнет ученик в конце урока. Мотивирующая образовательная среда. Ни для кого не секрет, что вчера, по-моему, об этом тоже говорили, что дети учатся только тогда, когда им интересно. И поскольку очень большой разрыв все увеличивается между учителем и учеником в силу того, что мы аборигены, вернее, они аборигены цифрового века, а мы пришли позже, вот этот разрыв, он убивает мотивацию. Без мотивации нет учения. И, соответственно, нынешние реформы связаны с созданием мотивирующей образовательной среды. И самый легкий путь здесь опять метод проекта. Но только настоящий метод проекта, когда
Учитель задает интересную проблемную ситуацию, ставит задачу, а дети самостоятельно планируют цели, определяют средства и так далее, и так далее. Оценивание для обучения, формативное оценивание или формирующее оценивание. Очень простая разница, разные названия. Текущее оценивание, формативное, формирующее. Это оценивание, которое ученика сравнивает с самим собой вчерашним и ставит цели этого же ученика в отношении будущих достижений. А вот суммативное оценивание – это оценивание, когда ученик оценивается по отношению к какому-то стандарту или по сравнению с другими учениками. Так вот, будущее за формативное оценивание, формирующим. Я вам должна сказать, что, например, в системе образования Казахстана вот это формативное оценивание, мы называем его формирующее, оно уже принято как государственная политика. То есть у них есть курсы по формативному оцениванию, у них есть онлайн-среда поддержки формативного оценивания. И для них это важно. Хотя, конечно, есть и итоговые тесты, типа ОГЭ, у казахских коллег тоже. Персонализированное обучение. Мы очень много говорим об индивидуальном учебном плане и понимая это как головную боль для школы, потому что в этом случае каждый ученик, например, может выбрать уровень, на котором он будет изучать математику и свободно учить. В наших финансово-экономических отношениях сделать это невозможно. Мы должны хотя бы сформировать группу учеников для того, чтобы обеспечить зарплату учителя за час в этом уроке. И мы идем на некоторые ухищрения, мы пытаемся поставить математику одним уроком во всех классах, разделив учеников на сильных, там, средних и слабых и так далее. Но это мало имеет отношение к персонализированному оцениванию, потому что, к персонализированному обучению. Потому что это обучение, которое задает ученик. И это обучение, которое, я бы сказала, что тьюторская деятельность ближе к этому, когда тьютор вместе с учеником ставит задачи и поддерживает его. А если мы еще примем во внимание, что в недалеком будущем школа потеряет монополию на обучение, и ученик сможет учиться, например, в онлайн сети у каких-то других преподавателей, что уже происходит в университетах. Например, в нашем университете, в Высшей школе экономики, уже студент может свободно выбирать любые онлайн-курсы, и даже открытые МООС, как мы их называем, и, в общем, получать за них сертификаты, приносить, и они могут зачитываться в учебный план. И также будет в школе, и поэтому школа должна повернуться лицом к персонализированному обучению. И, наконец, проектное обучение – это то, о чем мы уже много говорили, и которое может развиваться. И вот таким образом мы вывели некоторое наше рабочее определение компетентности, понимая ее как способность эффективно мобилизовать, то есть выбирать и использовать наиболее подходящие знания и умения для решения задач, в том числе в новых, нестандартных ситуациях. И компетентность, конечно, формируется постепенно. И вот формирование компетентности уже сейчас является основным результатом образования. Потому что, еще раз повторяю, школа уже не владеет монополией на знания. Знания можно получать отовсюду, бесплатно. И умения можно получать отовсюду бесплатно. Задача школы из знаний и умений сложить компетентность, то есть возможность действовать эффективно в новой ситуации. И тогда в проекте была создана так называемая рамка универсальных компетентностей, которая состоит из 5 компонентов, 3 из которых здесь представлены. Итак, значит, наши коллеги предполагают, что вся полнота компетенций, которые могут сейчас формироваться, она включает 3 больших направления. Это компетенции, связанные с мышлением, компетенции, связанные с взаимодействием с другими и взаимодействием с самим собой. Мышление, соответственно, это прежде всего наше традиционное мышление, включая те мыслительные операции, которые мы все умеем делать и считаем традиционными. Это анализ, синтез, обобщение, классификация и другое. Кроме того, это креативное мышление, то есть это способность создавать новые мыслительные действия, операции в новых ситуациях, уникальные продукты. И системное мышление – это способность понимать существующие обстоятельства и окружающий мир именно как систему. Это как раз вот о том, почему наши ученики всегда проигрывают в исследовании ПИЗа. Потому что исследование ПИЗа построено на решении жизненных задач.
А в жизненных задачах есть факты из совершенно разных областей. И задача ученика вот в исследовании ПИЗа из этой жизненной задачи выделить задачу математическую или физическую, да? Там, если science это. А наши ученики привыкли, что это не жизненная ситуация, а математическая задача. И они пытаются все условия этой задачи впихнуть и, соответственно, терпят фиаско. Умение отбирать из жизненной ситуации то, что можно решить как математическую задачу, или прочитать как научно-популярный текст, это очень важное умение. И это как раз о системном мышлении. Взаимодействие с другими. Ну, сейчас уже ни для кого не секрет, что мы должны формировать в учащихся способность коммуницировать с другими, работать командой, как мы говорим. И это качество, которое работодателям ценится гораздо выше, чем профессиональные навыки. Ну, покажите мне хоть одну крупную компанию, которая не имеет сейчас своего корпоративного университета. Все имеют. Доучивать узкопрофессиональным навыкам, hard skills так называемым, принято в корпоративной среде. И это они успешно делают. А вот учить мягким навыкам, soft skills, умению коллаборации, сотрудничества, работе в команде, это задача школы. И если сотрудник не умеет это делать, то он, скорее всего, потерпит неудачу в компании, даже если он великий профессионал. Потому что в компании сейчас все строится на взаимодействии, на профессиональном росте, на соперничестве, соревновательности и так далее. И также решение конфликтов, поскольку наш мир уже мультикультурный, поликультурный, многонациональный и так далее. Мы должны формировать у учащихся умение жить вот в этой ситуации, воспринимать разные культуры, разные особенности и разных людей, в том числе детей с ОВЗ, и с аутизмом и так далее, и понимать, что все люди разные, и мы должны уметь коммуницировать, взаимодействовать с разными людьми в разных ситуациях и разных контекстах. Ну и, наконец, взаимодействие с собой. Оно включает две главные компетентности. Первое – это саморегуляция. Это то, что мы, коллеги, сейчас называем эмоциональным интеллектом, то, что очень модно. Когда человек умеет регулировать свои собственные эмоции, например, бороться с гневом, ну, бороться неправильно сказано, анализировать свой гнев и распознавать, и уметь анализировать, и взаимодействовать с эмоциями другого. Это все, что связано с эмпатией. Это эмоциональный интеллект. И навыки эмоционального интеллекта сейчас современное исследование доказывает, что у руководителей, которые SEO называются, да, высшего звена, навыки, вернее, успешные руководители в меньшей степени владеют навыками профессиональными и в большей степени сильны в эмоциональном интеллекте. То есть в умении распознавать эмоции других и работать с ними. И навыки самоорганизации. Это, коллеги, то, что называется обучение в течение всей жизни. Но, к сожалению, мир изменился так, что информация очень быстро устаревает, и поэтому нужно все время учиться. И вот это, помните, у нас даже в школе как-то был такой курс «Учись учиться». Сейчас он очень востребован в университетах, поскольку в России нет системы liberal arts, когда, значит, студенты учатся учиться, то есть писать научную статью, например, да, или анализировать данные. Неважно, в технической специальности или в гуманитарной, они должны владеть вот умениями научного поиска. Такие же умения нужны и во многих профессиях. Наша задача школы — научить ученика учиться, то есть добывать знания, анализировать знания, присваивать знания и превращать их в компетенции. Ну и еще две составляющие вот этой единой универсальной рамки, а я чуть попозже скажу, зачем она нужна и вообще зачем мы это делаем. Это новая грамотность. Новая грамотность понимается как базовая инструментальная грамотность, и здесь как раз на сайте представлена первая ее часть. Это читательская грамотность. Вот, неуспехи российских учеников в ПИЗе, опять-таки, связаны с неумением читать тексты. Вернее, читать-то они читают. А вот понимать их, понимать, что написано, ну не в буквальном смысле там распознавать слова, а понимать идею, которую автор заложил в этот текст. Вот здесь вот возникают сложности. Поэтому читательская грамотность — это способность воспринимать информацию, причем в разных форматах, и в текстовом, и в визуальном, и даже в цифровом формате. Все, что связано с развитием навыков использования интернета, например, или
цифровых навыков. Математическая грамотность, работа с данными, умение применять математические инструменты, моделировать. Поэтому сейчас очень популярны всяческие курсы по алгоритмике, программированию и так далее. Вот, например, в Китае в начальной школе курс программирования является обязательным. Детей учат алгоритмам, числовым алгоритмам. Может, неправильно сказала, но, в общем, смысл состоит в том, что очень много в нашей жизни сейчас того, что воспринимается как результат программирования. Дети должны уметь распознавать это и, соответственно, в такой деятельности тоже участвовать. И вычислительная алгоритмическая грамотность – это способность воспринимать и создавать информацию на формальных языках, языках программирования. А вот вторая сторона новой грамотности – это так называемые базовые специальные знания и умения. Это то, о чем мы говорим в последнее время, и даже пытаемся в школу уже вводить. Это гражданская грамотность, то есть умение чувствовать себя членом гражданского общества, которое состоит, вот эта вот гражданская компетентность, это способность коммуницировать и решать проблемы своего двора, например, или политические проблемы. Для нас мы очень такое инертное, аморфное общество, индивидуализированное, и мы не привыкли объединяться. А ведь нужно объединяться. Вот в Москве сейчас это сильно популярна программа реновации, сноса старых домов, когда людей переселяют в новые дома. И вдруг все поняли, что с этим нельзя бороться в одиночку, а нужно бороться вместе. И тогда создаются комитеты, там сообщества, которые берут под контроль, потому что вы понимаете, что если это бесплатно, то качество этих новых домов очень низкое, и нужно буквально контролировать ход их строительства для того, чтобы из твоей любимой квартиры, в которой ты уже 10 раз сделал ремонт, и каждый там гвоздик или краник тебе знаком, тебя не переселили в новую, в которой у тебя будет опять куча проблем. И люди осознают это. Вторая проблема вот в Москве сейчас, это проблема, вернее, это решение вопросов со свалками. Потому что ситуация очень серьезная, и люди начинают объединяться, проявлять гражданскую активность, как говорят. И вот эта вот гражданская грамотность – это новая грамотность, которая нужна современным людям. Навыки финансового поведения, финансовая грамотность. Но об этом тоже очень важно говорить. У всех на устах микрокредитные организации, которые гады всех обманывают. Но на самом деле не они всех обманывают, а мы позволяем себя обманывать, потому что мы не понимаем, как получить доход, как взять кредит так, чтобы не разориться. И это все про финансовую грамотность. Базовые навыки использования правовых норм. Правовая грамотность, умение заполнять документы, заявления, я не знаю, жалобы и так далее. Ведь сейчас это приносит доход людям, которые, так сказать, не очень чистоплотны в этом деле. Посмотрите, возле налоговой стоит большое количество людей, которые говорят: давайте мы вам за деньги заполним налоговую декларацию. Но ее очень просто заполнить. Но наш менталитет говорит: ой, что вы, это сложно. Человек не может это сделать никогда. И вот умение заполнить налоговую декларацию, написать грамотно заявление, там, я не знаю, другие, какую-то претензию в магазине, где тебе продали некачественный товар. Это важная составляющая правовой грамотности. Экологическая грамотность, все, что связано с экологическими проблемами. Научно-технологическая грамотность, умение пользоваться умным домом, там, я не знаю, современными гаджетами и всем тем, что нам все развивается и развивается с течением времени. И, наконец, грамотность в области здоровья – это ЗОЖ, здоровый образ жизни, сохранение своего здоровья, и этому тоже нужно учить. Вот сегодня утром я проснулась, и первое, что в Фейсбуке прочитала, большой круглый стол по телевизору, который связан с смертью детей на уроках физкультуры. И приводили статистику, оказалось, за прошлый год 211 детей умерло на уроках физкультуры. Это происходит от того, что никто не обследовал грамотно этих детей, никто не сказал им, что они должны заниматься не в основной, например, группе, а специально. И эти заболевания, которые выяснены уже патологоанатомами после того, как ребенок вдруг внезапно упал и умер на физкультуре, это же страшное дело. И поэтому грамотность в области здоровья, профилактики, отсутствие вредных привычек – это важное дело для школы. Ну и таким образом, вот создание вот этой рамки универсальной, оно, конечно, очень важно в настоящих условиях.
И я бы сказала, что это более приоритетная задача при написании и принятии новых федеральных образовательных стандартов, чем закрепление в них содержания образования. Потому что содержание образования мир показывает, закреплять совершенно бесполезно, да, есть какое-то культурное ядро, но мы его все знаем, и нас не нужно этому учить. Я как бабушка покупаю своему внуку сказку о Незнайке, потому что когда я прихожу в магазин и вижу бесконечное количество книг, иллюстрация к сказке Носова, да, Незнайка. Вот я сказала Незнайка, вы же себе представляете, что это за мальчик? В синеньких штанишках, в желтой большой шляпе. Это на уровне культурного кода. И мне не нужно для этого специально учиться. Я эту книжку увижу, я ее куплю и буду с упоением читать своему внуку. А вот что касается вот этих компетенций, то они должны быть не просто поименованы в стандарте, то есть написано, что нужно формировать мышление или там эмоциональный интеллект и так далее, а они должны именно раскладываться на задачи по каждому учебному предмету, по каждой учебной теме. В учебниках должны быть задания, которые написали профессионалы, которые проверяют формирование этих компетенций. И когда мы пишем контрольные работы, учителю должна вернуться информация о том, какие компетенции, на каких темах и в каких предметах и в каких видах деятельности сформированы или не сформированы. А дальше вступают методисты, мы, кстати, о них тоже вчера говорили, которые должны прийти и сказать, вот методические рекомендации, как такую компетенцию формировать. И это, коллеги, не завтрашний день. Нет, вот в рамках взаимодействия с фондом Сбербанка «Вклад в будущее» Марина Александровна Пинская, она коллега из нашего центра, они делают задания для учителей и проверочные, и новые, которые можно давать на уроки, которые 100% формируют эти компетенции. И учителя проходят тренинги, знакомятся не только с теми заданиями, которые уже сделаны, но и учатся самостоятельно принципам составления таких заданий и учатся. Кроме того, значит, применение вот этой рамки должно обязательно быть задействовано в обновлении учебных программ и федеральных стандартов. Необходимо собрать опыт, образовательный опыт ученика, который сейчас раздроблен по предметам. Для нас образование – это знание математики, физики, химии отдельно. В современных условиях образования – это понимание существующего мира, его законов, биоинженерии, например, да? Генетики, ДНК, искусственного интеллекта. Вот искусственный интеллект – это в какой предметной области должен изучаться? В информатике, в биологии. Где? Далее необходимо мотивировать учеников к полноценному усвоению образовательной программы. То есть, если мы наши образовательные стандарты и программы построим таким межпредметным образом, формируя системное мышление, то тогда ученик не будет говорить, зачем мне ваша физика, я иду в гуманитарный вуз. И это было бы идеальное состояние, потому что вот я в школе плохо учила и физику, и математику. И я совершенно случайно это осознала, вот просто уже, наверное, 10 или 20 лет прошло, я никак не могу забыть. Я купила журнал «Бурда Моден», помните? И там была замечательная шляпка. Я умела прекрасно шить, учитель технологии меня научил, но шляпа была не моего размера. И что я делала? Значит, там такая вот тулья, или как называется, значит, и она была мне велика. И я сидела и ее потихоньку подрезала. А ведь что, и подрезать вот эту часть, значит, надо подрезать и все другие. И это у меня заняло полдня, пока мой брат, который хорошо учил математику, пришел и не сказал, что ты не знаешь 2π в квадрате. А я не знала. Вернее, я когда-то учила, но забыла. И вот тогда для меня произошло действительно осознание, что мы неэффективно действуем во многих ситуациях, потому что не знаем элементарных вещей. А мы их не знаем, потому что у нас с братом было четкое разделение. Я отвечала за гуманитарные предметы, он за математические. Я у него списывала математику, он у меня английский. Понимаете? Целенаправленно конструировать такие учебные ситуации, в которых вот эти все деятельности можно задействовать не как предметные, а как межпредметные. И, конечно, надо разрабатывать пул оценочных заданий. Вот самые большие нарекания и по ЕГЭ, и ОГЭ, и ВПР, и НИКО связаны с тем, что учитель не понимает. Вот это задание что оценивает? Знание фактов, развитие критического мышления. И у нас очень мало таких заданий, которые работают именно на это. И в конце
Ну, вы сможете потом прочитать презентацию. Здесь не очень хорошие слайды, потому что у нас в России не все благополучно. Но вот вы можете прочитать доклад вот по этой ссылке, если презентацию организаторы разошлют. А сверху видите две ссылки на YouTube. Если вам не хочется читать, вы можете этот доклад послушать. Об этом говорят руководитель нашего института Исаак Фруми, рассказывает, и руководитель проекта Мария Добрякова. И еще уж раз тут пошла такая реклама на последних слайдах, я бы вам советовала еще почитать. Мы выпустили 2 больших аналитических труда, касаемые школы и дополнительного образования. Вот все результаты исследований по школе и по дополнительному образованию собраны в 2 сборниках «Белые книги», которые можно просто скачать по этой ссылке и почитать. И вы поймете, что те проблемы, которые вы как учитель воспринимаете как свои личные проблемы, да, связанные с недостатком компетенции, на самом деле это проблема системы образования. Вам станет легче. Но чтобы вам стало совсем легко, я вам предлагаю почитать еще нашу книжку, которая содержит кейсы, то есть ситуации, истории школ в сложных ситуациях функционирующих. Мы их в разных регионах собрали и вот в этой книжке написали. Вот по этой ссылке ее тоже можно, раньше можно было только читать, но сейчас уже, по-моему, можно скачать себе. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы благодарим наших экспертов, завершаем работу первой площадки на сегодня и переходим, кто желает, на дискуссию плюсы и минусы традиции инноваций в воспитании в 218-й аудитории. И здесь у нас будет дискуссия, как быть, а не казаться цифровой школой сегодня. Буквально 3-5 минут на перемещение, и мы продолжаем нашу работу. But except maybe when he talks, I should speak in Russian. These lectures are Russians. No problem. My main takeaway, or what I learned, is motivate students to learn by themselves. Yeah, right. Did I pass? Yeah. All right. Я сказал, что Андрей что вы сейчас пригласите? Сейчас его? Нет, сейчас лекция Андрея будет. Она будет на русском, поэтому давайте. Ну, я не знаю, сказал, если надо будет помочь, ну, попробуй помочь. Нам не надо, я думаю, что... Yes.
Вчера был, вчера он Look, we just have to do this. I'm going to start. Okay. You will be the second one. But you have about 10 minutes, just 10 minutes. During the time I'm talking, try to pick the most important one, the most interesting one, whatever you can. Give them. And Dr. Monica will show based on the local situation. Okay. Уважаемые коллеги, мы начинаем нашу дискуссию «Как быть, а не казаться цифровой школой сегодня». Мы представляем наших экспертов. Андрей Витальевич Коптелов. Здравствуйте. Доброе утро. Люк Андерсон Тернер. Инна Васильевна Иванова. Наталья Николаевна Новикова. И я, Марина Анатольевна Камова. Уважаемые коллеги, какие вопросы у вас возникают, когда вы видите тему нашей сегодняшней дискуссии? Как быть, а не казаться цифровой школой сегодня? Какие возникают вопросы? Ну, пока сложно, да? Ну, давайте мы вам зададим одно из направлений. Глядя на эту иллюстрацию, какие возникают вопросы? Аборигены цифрового мира. Это наши ученики. Кто из нас аборигены, да, цифрового мира? Ученики или учителя? Кто кого ведет и куда ведет? Еще какие вопросы могут возникнуть? Мы учим тому, что уже осталось в прошлом. А должны идти История – это хорошо. А если цифровые технологии учат, то это, конечно, нет. То есть как определить направление, да, в каком двигаться? Как определить те технологии, которые помогут нам реализовать наши идеи? Хорошо. Еще одна картинка для размышления.
здесь какие мысли, какие вопросы возникают? Дети уже рождаются уже с навыками работы. Да, дети сегодня совсем другие. Они уже рождаются с навыками работы с различными цифровыми устройствами. Они этого не боятся. Они этому учатся гораздо быстрее и часто даже самостоятельно, без нашей с вами помощи. Вот об этом сегодня пойдет речь в рамках нашей дискуссии. И мы представляем слово для первого такого выступления, для затравки Андрею Витальевичу Коптелову. Доброе утро. У нас не так много времени, и с учетом того, что это дискуссия, я сейчас постараюсь быстренько. Значит, 5 основных направлений, которые вот сейчас нам удалось определить, ну не определить, а, так сказать, найти из уже существующих. Это применение мобильных приложений и игровых приложений в образовании. Цифровая грамотность, вот, как Инга как раз нам показывали. Значит, специалисты библиотечного дела, которые уже используют не столько, так сказать, бумажный вариант книг, а какую-то информацию цифровую с помощью компьютеров или планшетников. Для учителей сейчас очень актуальным и у нас очень даже интересным, удобным становится профессиональная подготовка или профессиональное самоусовершенствование, которое они могут делать онлайн. Если кому-то будет интересно, я могу показать парочку таких сайтов, где можно взять и пойти любой курс по любому, ну, практически по любому направлению. Правда, большинство из них на английском языке, потому что создается университетами из разных стран, в большинстве Соединенных Штатов Америки. Например, такие университеты, как Харвард или Массачусетский институт технологий, они бесплатно предоставляют курсы для всех желающих онлайн. Можно эти курсы взять или кусочек курса просто как посмотреть и получить какие-то новые знания. Ну и также совместное обучение, обмен информацией. Вот я не помню, я, по-моему, вчера уже говорил, мы делали интересный проект с Арменией, когда наши студенты, будущие учителя, учили армянских детей из отдаленных горных селений английскому языку онлайн. Причем они это учили их на базе Центра детского творчества. Вот эти дети, они приезжали, после школы туда приезжали, до 4 часов дня находились на базе Центра детского творчества и общались по интернету, по скайпу с нашими студентами, которые будут учителя английского языка, и те, значит, помогали им освоить английский язык. Ну вот, например, сейчас, опять же, возникает вопрос. Можно сказать, что говорить об этом хорошо, а возьмите, например, у нас есть школа, к примеру, в республике, да, которая обслуживает учащихся из других селений или деревень, поселков, находящихся в радиусе 40 примерно километров от школы, плюс еще мы там километрах 100 от Сыктывкара, и у нас нету интернета хорошего там, кое-как, и то не всегда. То есть каким образом можно это дело использовать? Это действительно становится проблемой, но я думаю, что эта проблема техническая и финансовая, она, вероятно, может решиться в ближайшем будущем. Рассматриваются обычно два направления понимания технологий образования. Это изучение технологий. Вот как говорил предыдущий докладчик, например, там, по информатике изучать виртуальную реальность, что на самом деле достаточно вопрос такой непростой, может быть даже спорный. Сейчас действительно это такой горячий топик, горячее направление. И вот буквально в марте была конференция в Париже, посвященная именно этому, ЮНЕСКО проводила. Сейчас вот в эти дни, по-моему, с завтрашнего или с послезавтрашнего такая же будет в Пекине по виртуальному обучению в школах. Вот, но возникает вопрос, мы хотим заменить учителя машиной или мы хотим создать у учащихся несуществующий мир, несуществующий образ, или же мы хотим получить каких-то помощников
которые будут нам помогать. Я приведу вам один пример. Когда мы летели из Чикаго в Хельсинки, когда по пути к вам, я оказался рядом, сидел в самолете с одним бизнесменом из Чикаго, который работает в области информационных технологий. Они предлагают другим компаниям, включая крупные такие, как Microsoft и Apple, свои какие-то решения, которые они могли бы взять, купить у них и уже приложить для своих дел. И я его спросил, говорю, на базе чего вы эти решения вообще, как вы решаете, что делать, почему делать? А он говорит очень просто. Мы, говорит, привычку смотрим, где, в каких областях формируется привычка людей, фокусируемся на этой области, на этих привычках. И на базе этих привычек, значит, усиливаем ее и предлагаем какое-то решение. Я говорю, приведи пример. Он говорит, вот холодильник есть, сейчас говорит, вот у нас дома есть холодильник. LG там сказал, LG холодильник. Он может определять, этот холодильник, вот эта часть виртуального такого мира, он может определять количество продуктов, которые там находятся. Например, сколько осталось мяса, рыбы, помидоров там, и так далее. И он может давать команду или рекомендацию, что говорит, например, на телефон присылает. Купи помидоры сегодня, закончились. Один остался, одна помидора. Вот. А может вообще, говорит, облегчить жизнь человеку, то есть берет и сам по интернету заказывает. Там осталась одна помидорка, берет, заказывает там килограмм помидоров. И человек приходит домой, на завтра тебе там уже привезли эти помидоры. То есть вот такая формируется как бы виртуальная помощь. На мой взгляд, может быть, я так сказать, из старого мира, но на мой взгляд, это делает людей слабее, по-моему, правда? Ну, если выключить этот холодильник и не будет работать заказ, без помидоров останетесь. Вот. С другой стороны, ну, действительно интересное как бы направление такое. Вот. И это как раз как бы дает необходимость знакомить учащихся с тем новым и с такими, так сказать, возможными решениями, как вот этот чикагский бизнесмен рассказывал, которые они увидят в будущем, потому что хотим мы того или не хотим, опять же, мы не можем остановить этот электровоз, этот поезд, который несется на огромной скорости, технологический поезд. Как учителя мы в основном, так сказать, работаем вот с такими краеугольными камнями. Это планируем занятия, преподаем, оцениваем. И после этого на базе того, как мы проанализировали результаты, какова оценка, можем немножко менять что-то или оставлять как есть, вот, корректировать. Очень много, я вот здесь вот тоже ссылкой привел, очень много есть бесплатных ресурсов в интернете, когда учителя могут делиться планами, конспектами уроков. То есть учитель использует технологию, интернет, он может просто-напросто пойти посмотреть идеи, а что же там вот, коллеги из других школ, из других штатов, там, даже из других стран, что они, например, по этой теме делали и делают. Некоторые даже используют это для зарабатывания небольших денег. Есть такой веб-сайт Teachers Pay Teacher. Вот это последний как раз, да? То есть учителя могут поставить туда удачные какие-то уроки, проекты и сказать, берите, пользуйтесь, 99 центов. Вот. Ну и сначала, там, предположим, небольшой кусочек вы можете посмотреть, о, мне нравится, 99 центов, там, предположим, 10 рублей. Я куплю, и это будет мой, так сказать, урок. То есть даже вот такие вот вещи. То есть это один из вариантов, да, как учить, какие технологии использовать, можно подсмотреть у коллег. Ну вот то, что да, можно посмотреть. И не просто посмотреть, можно общаться. Он там оставляет, учитель оставляет свой email, свои координаты, можно связаться и сказать, знаешь, я вот не согласен, а почему ты так? И таким образом идет какая-то онлайн сотрудничество. Ну вот основные такие вот основные технологические устройства, которые сейчас в американской школе используются, то, что мы студентам это интерактивные доски, но, кстати, их становится все меньше и меньше, потому что на самом деле это планшетники, это же тоже интерактивная доска, цифровой проектор. И если сейчас я прицеплю к этому цифровому проектору устройство, например, знаете, Apple TV, да, скажем, или какое-то устройство, которое будет разговаривать с моим планшетником, и то, что я буду на планшетнике делать, будет видно на экране, а эти устройства продаются практически в любом магазине, ну, в Америке, в частности, да, я уверен, что здесь тоже есть такие, просто не знаю, как они называются. Если я дам планшетник моему ученику и скажу, покажи решение этой задачи, или введи мне, например,
элемент тот или другой, и ученик это будет делать, и весь класс это будет видеть. А если раздать планшетники остальным ученикам, они тоже будут. То есть фактически интерактивная доска уже, она, можно ее использовать, можно не использовать. Вот. Это Google G Suite, это Google Classroom. Google Classroom, вы слышали, наверное, да? А вот сейчас все больше и больше в американских школах стало использоваться. Покупаются дешевые ноутбуки, это Chromebook называется, Chromebook. То есть там не Windows система стоит, а более упрощенная операционная система. Он выходит в интернет и прочие вещи, ученики могут работать. Да, замечательный сервис, но, к сожалению, во многих наших школах Google недоступен. Да? А почему? Контент фильтрация идет. То есть мы не можем не... Ну, на самом деле там очень много интересных и полезных инструментов. Не там пользоваться, не в YouTube зайти во время урока. Вот сейчас мы готовим презентацию, в Москве будет 17-го выступления, и моя аспирантка, докторант у нас, она не может приехать на самородное месторождение, не успела оформить визу российскую. И мы с ней сейчас через Google документы как бы обсуждаем ее презентацию. Она будет делать онлайн. Она мне присылает там слайды, я что-то пишу, она тут же автоматически это все видит. То есть удобный инструмент. Это в Китае, кстати, Google недоступен полностью. Ну ладно, значит, различные видеоматериалы, моделирование, особенно для научных каких-то предметов. Ну и перевернутые уроки, вы, наверное, уже знаете, известный ресурс Khan Academy, там есть огромное количество уроков, в том числе и на русском языке, которые можно использовать, давать учителям вечером, и, значит, утром они приходят в класс, уже зная, о чем пойдет речь, и учитель будет больше внимания может уделить работе с учащимися, когда они выполняют какие-то задания, нежели просто лекцию какую-то читать там, или объяснять новый материал. Ну, про оценивание вы уже знаете, огромное количество инструментов технологических существует, и мы очень их активно используем. Но что вот очень интересно, кстати, я хотел с вами поделиться, думал об этом, все время забывал. Что сейчас вот мы пытаемся делать с нашими учениками и со студентами? То есть, смотрите, ведь учитель очень сильно занят, и просто, ну, до стресса занят. Почему бы не дать возможность ученикам, не предложить, если, конечно, это не первоклашки, хотя первоклашки могут что-то сделать, почему бы не дать им возможность, скажем, новый материал пройден, и не предложить им, а разработай какой-то ну, тест или квиз, что-то такое, да, чтобы они сами нашли вопросы. Понимаете, о чем я говорю, да? Пусть они сами найдут вопросы или в общении, в группе, найдут вопросы, дадут какие-то ответы, один из них правильный, но другие очень похожие на правильные, да, и предложат учителю сказать вот это вот. И после этого учитель может предложить классу с этим поработать. То есть как бы вовлечь учеников, сделать это дома с помощью компьютера. У них есть у всех компьютеры. Правильно? И телефоны, и прочие вещи. Мы попробовали так. Работает очень хорошо. Ученики прямо, ну вот они загораются, у них появляется интерес к предмету, они чувствуют свою принадлежность к учебному процессу. То есть опять же, вот я возвращаюсь к той мысли, что вчера, что им надо давать возможность трудиться. Вот один из вариантов ответов на наш вопрос, да, как использовать имеющиеся у детей уже навыки и умения, да, в работе с цифровыми устройствами. Времени у нас немного, вот я последний просто слайд покажу, там еще много есть, но я оставлю презентацию в институте. Значит, вот такой новый термин появился, электронный учитель. Ну и хотим мы этого, опять же, или не хотим, то все идет к тому, что технологии все больше и больше будут в образовании использоваться и существовать. И это не только желание наших как педагогов, но это, вероятно, и экономика, бизнес. То есть крупным компаниям, богатым компаниям нужно продавать устройства и программное обеспечение также. Вот. Поэтому вот это как бы основная такая мысль, что просто надо подойти к этому с открытым, так сказать, разумом. Понимать, что нам это может не нравиться, или мы считаем, что это неправильно, но давайте посмотрим, каким образом мы можем найти, как же это, кусочек ветчины из этой свинины, там, я не знаю, вот, то есть какой-то положительный момент.
Ну и, может быть, даже посмотреть какие-то вот использование социальных сетей, то, что ученики используют, и вовлечь, так сказать, их в то, чтобы это было использовано на пользу образования. Facebook, Instagram. К Фейсбуку лично мое отношение, я хотел вам сказать, у меня очень такое противоречивое. У меня нету, у самого нету, ну и у меня есть такой, как бы, не рабочий аккаунт, просто для того, чтобы иногда нужно там спрашивать через Facebook, регистрируется еще что-то. На мой взгляд, это немножко нарушает наше, как бы, privacy, как это сказать. Как это сказать? Личное пространство, наверное. Да, вот это. Ну, не знаю, мне кажется, что ну, не всем людям, например, интересно рассказывать, что у меня вчера было на ужин, там, вот, и там, кто мои друзья и так далее. Вот. Но многие люди это делают, и на самом деле, мне кажется, это еще идет от одиночества в какой-то степени других людей. Может быть, меньше занятости, а может быть для того, чтобы поделиться чем-то интересным и так далее. Но тем не менее, мы не можем это игнорировать. И, может быть, есть смысл обратить на это внимание. И использовать это для таких каких-то учебных целей. Да. Скажите, пожалуйста, ваши учителя используют социальные сети для организации деятельности учащихся, для создания родительских каких-то классов, для передачи какой-то информации? Как вообще относится к этому ваши студенты? Они используют социальные сети. Вот сейчас у нас только что закончился проект с Россией, с Кировом. Наши студенты, не учителя, студенты, про учителей тоже скажу, наши студенты через Facebook общались с студентами педагогического факультета Вятского университета, и цель была такая, чтобы посмотреть отношение учителя к различным там аспектам образовательным и так далее. Но они используют Facebook как инструмент. Учитель-ученик, да. В основном это используется с помощью веб-сайтов, которые есть у каждого учителя, и они могут это дело использовать. Но какие-то учителя, я знаю, что они используют, может быть, не Facebook. Facebook тоже, кстати, есть. Здесь тоже есть. Руководство смотрит нормально, потому что сейчас это уже и у руководства есть тоже. Вот. Но я думаю, что вообще обычно в начале учебного года дается бумага каждому ученику, чтобы он отнес на подпись родителям. Это называется по-английски media release form. То есть родители не возражают, если учащиеся, и они в том числе будут, так сказать, членами вот этой вот сети социальной, да, онлайн, а также они не возражают при помещении фотографий или видеоматериалов, касающихся учебной деятельности. И родители вправе сказать: it's okay, это нормально, я согласен. А могут сказать: я не хочу, я не принимаю это. Тогда уже они не могут это ничем. А у нас в Российской Федерации разрабатываются рекомендации по поведению учителя в социальных сетях. Буквально скоро, они будут нам представлены. Да. Какие рекомендации? Я думаю, что вот Лук, он как раз более молодой педагог, и он может что-то добавить, что-то, так сказать, дополнительно. Есть ли у вас еще какие-то вопросы ко мне? Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, к Андрею. Если у вас есть ко мне вопросы, то задавайте, не стесняйтесь, и если хотите, потом можно как-то Да, я напоминаю, что у нас зона коворкинга, 217 аудитории работает, можно там свои вопросы оставить, и можно договориться о встрече с нашими коллегами и там пообщаться. Да, я могу вам дать визитную карточку, если вы хотите по email потом, потому что я понимаю, что некоторые, это вот синдром отличника, некоторые боятся задавать вопрос, потому что думают, что может быть вопрос такой, это будет не очень умный. Но на самом деле, вы знаете, я всегда своим ученикам, последняя просто фраза хочу сказать, я всегда своим студентам говорю, когда только вот в первый день с ними встречаюсь, я всегда говорю такую вещь, что задавать вопросы — это не есть знак слабости. Это есть знак intelligence, как ума, разума, признак интеллекта. Да. Так что не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте. В изобилии вот этой вот электронной техники, телефона, айфона и все такое. А не кажется ли вам, что дети увлекаются вот этой вот техникой и перестают между собой общаться? Да, абсолютно точно. Вот существуют дети
собой не могут общаться как люди. У Да. них нет уже такого вот диалога, разговора. Вот. У них все сводится к тому, что вот мы сейчас поиграем, мы сейчас что-то найдем. Я знаю, что это опаснейшая ситуация. На самом деле, да. И я об этом думал, просто тема у нас как бы о цифровой школе. Я считаю, что это большая проблема, которая потом превратится в большую боль, может быть, даже для людей. Это действительно так. То есть мы теряем человеческие навыки общения друг с другом, отношений и так далее. И вот вы не поверите, я начал заниматься этой, изучать этот вопрос в аспирантуре с 85 года, 86 более серьезно. И до сих пор как бы занимаюсь этой научной проблемой. Но сейчас мой интерес повернулся совершенно в другую сторону. Я сейчас пытаюсь найти подходы, как можно предупредить зависимость. Понимаете, в конце 80-х речь шла о том, как применять компьютерную технику в образовании. Это только появляется компьютер. В начале 2000-х мы говорили о том, как более эффективно, то есть какие можем создавать игры, чтобы ученики и так далее, да? Сейчас мы говорим о мобильных технологиях, потому что за этим будущее, у каждого в кармане. Вот. Но вот, вы абсолютно правы, то есть теряется человеческое качество, неизвестно, что будет с общением, с людьми. И это на самом деле, на мой взгляд, это ранит психику, эмоциональное, так сказать, состояние детей, использование технологий. В Японии, например, сейчас они очень озабочены, потому что вот этого вот общения нету, а идет все через телефоны, появляется тенденция унижать и дразнить других детей по телефону. Они это называют сайбербуллинг. И японская нация, она более закрытая, они более терпеливые такие, да? Вот. И вот это вот дает им выход. И ученые проследили, что вот это, начиная с этих вот обид и унижений через телефон, тяжело понять, кто это делает, правильно? Попробуйте, поймайте. То это потом выходит на уровень криминальный по интернету, то есть, скажем, взламывание чьих-то аккаунтов, банков и так далее, и так далее. У них на самом деле сейчас уже на уровне правительства идут программы, которые предназначены для того, чтобы предупредить такую возможность. То есть вы абсолютно точно в целях. На самом деле очень опасно. Я тогда ты. А через психологию это там очень должно быть. Какие выходы вообще из этой ситуации? Во-первых, есть программа ограничений. Это, я вчера говорил, это зависит сильно от родителей или применения. То есть должно быть что-то, что может заменить. Это причина одиночества. Нет внимания родителей. Они ничем не должны заняться. У нас руками что-то. Действительно, мы с вами затронули такую очень серьезную проблему, многогранную проблему. Вот японцы, корейцы, миллионы долларов. Однозначно. Я думаю, что в каждой школе есть такая проблема, потому что дети не тетрадь учебную берут, и берут сразу мобильный. И они идут. Они сидят дома с мобильником, никак не отберешь. Никак не отберешь. Управление будет. Они как-то пытаются организовывать какие-то мероприятия, чтобы детей вовлекать, потому что в интернете чем-то заниматься, Младшие школьники, они как-то увлекаются, но старшие как-то не хотят. А потому что они уже они уже сидят на этой игре. Понимаете? То есть сейчас уже речь не идет о предупреждении зависимости. Сейчас уже речь стоит о том, как прервать эту зависимость. Понимаете? Уже вот на уровне руководства положение вышло запрет мобильных телефонов на Да, но это каждая образовательная организация решает самостоятельно. Вы можете у себя внутри образовательной организации принять акт, который будет запрещать использовать телефон во время урока. Это возможно. Мы предоставляем слово Люку Андерсону Тернеру, аспиранту университета имени Сэма Хьюстона. Hello, my name is Luke. Здравствуйте, меня зовут Люк. And I was an English teacher for 3 years. Я был учителем английского в течение 3 лет. So I'm going to talk about some techniques that I've used in the past
Я вам расскажу о некоторых техниках, которые я использовал в прошлом. So you can see information and communication technology and the Minimax teacher. И тема информационно-коммуникативной технологии КТ и учитель, который действует по принципу минимальные затраты для максимальных результатов. So what does Minimax mean? Итак, что же значит такой учитель? It means minimize and maximize. Минимизировать и максимализировать. So it's based on a book called The Minimax Teacher. Доклад основан на книге Minimax учитель, который действует по такому принципу. So it's about minimizing teacher input and maximizing student output. Собственно, такой учитель действует по принципу минимальных затрат для лучших результатов. So for those of you who teach English, I really recommend this book. It's been a fantastic resource for myself and other teachers. И я бы порекомендовал эту книгу для учителей английского, потому что для меня самого эта книга стала большим источником знаний. So, Minimax is all about simple ideas for lessons that minimize teacher input and maximize student output while using ICT. Собственно, учитель использует простейшие идеи, но он их использует так, что результат от них является очень высоким, и это происходит за счет информационно-коммуникативных технологий. Okay. So the question is, have you spent a long time preparing materials that didn't work very well? Вопрос для аудитории. Вы когда-нибудь готовили в течение долгого времени материалы, но которые по итогу оказались неэффективными в работе с классом? So the solution is becoming a Minimax teacher. Чтобы такого не происходило, станьте учителем, который действует по такому принципу. So ideas that are Minimax involve minimum preparation. Этот принцип предусматривает минимальное количество времени на подготовку. Are learning centered. Да, сфокусировано на учениках. So and result in effective, fun, communicative lessons. По итогу выходят эффективные, веселые уроки с большим количеством общения и взаимодействия. And integrate ICT to help learner motivation. И которые также включают информационно-коммуникативные технологии и которые также мотивируют учащихся. Okay, so always put pedagogy before technology. Предупреждение: всегда ставьте педагогику на первое место, педагогический принцип. Отдавайте ему предпочтение, нежели технологиям. And ask yourself, how is ICT adding value to the lesson? И всегда спрашивайте, как поможет информационно-коммуникативные технологии на конкретном уроке. So IT equipment can always fail. We need backup plans. Информационные технологии могут сломаться, и нам нужен план Б. All right. So these are ideas that use Minimax. So the first is developing listening. Вот такие также идеи предусматривает учитель, который действует по такому принципу. Первый – это развивающее аудирование. Второе – Okay, the most important is number 2. It's having your students create their own materials. Второе самое важное, и он предусматривает, чтобы сами ученики и студенты создавали что-то. Okay, and then we're going to exploit the internet and use task-based web activities. Третий предусматривает использование интернета и задания. Четвертый связан с третьим и предусматривает задания, которые основаны на доступ к которым есть в интернете. Да. Yeah, and number 5, because the modern world almost exists entirely on the internet,
that is where we need most of our samples to come from. И пятый — это использование интернет-материалов, как применение их на действительно на существующую вокруг нас реальность. Okay. So now we're going to talk about exploiting the internet. Сейчас поговорим об использовании интернета. All right. And YouTube is going to be our first example. YouTube станет нашим первым примером. So I think most of you already are familiar with YouTube and its abilities for our classes. Я думаю, многие из вас знакомы с интернетом, с YouTube, и что это действительно, он может предоставить большие возможности для уроков. So some Minimax principles are letting the students control the video player. Да. Ученики, собственно, сами могут контролировать процесс произведения видео, когда им надо, они могут остановить или ускорить, или перемотать. Right. So you can divide a clip. Вы можете поделить видео. Right. One half of the class watches the first part. The second half of the class watches the last part. Половина класса смотрит одну часть видео, вторая половина смотрит другую. Right, and then the students will write questions and quiz each other on their half of the video. А потом они будут спрашивать друг друга по содержимому частей видео. Okay. So why do learners like YouTube? Почему ученикам нравится YouTube? So obviously it is a break from the workbook or the class book. Во-первых, они отвлекаются от учебников. And it can be authentic. Во-вторых, речь в видео YouTube аутентичная. It can be hands-on, interactive, and communicative. Он веселый, интересный, да, и позволяет вовлечь себя самого в коммуникативную среду. Okay. And another idea is using English or just news websites for tasks. Второй пример — это новостные сайты. All right. So the question is, how would you exploit this website in an intermediate level reading lesson? И вопрос к аудитории: как бы вы использовали, или не к аудитории, как бы вы использовали такой сайт новостной с учениками, уровень владения языком средний? Okay. So we need to think about the stages and about the student interaction. Подумайте об организации, об этапах работы на уроке с таким сайтом. So how would a Minimax teacher use a news site? Итак, учитель, действующий по такому принципу, делает так, чтобы ученики работали в парах, рассматривали заголовки и выбирали статьи. Right. So, for example, learners or students can work in pairs. They can scan the headlines and they can choose their own articles. Да, это только что сказал. Okay. And, for example, in an English classroom, students can predict vocabulary from the article by reading the headline. Можно дать задание, чтобы ученики попытались предугадать, какой язык используется в статье, судя по его заголовку. And before reading the article, students can write down their own questions. Также ученики могут написать вопросы, на которые они хотят найти ответы в статье. Okay. And another idea is to have learners read very quickly, read just for the general idea, and then discuss with a partner or their peers. И можно использовать просмотровое чтение статьи, где они не вчитываются в детали, быстренько пробегают глазами по статье, да, и задают друг другу вопросы. Are we on time? More? Yes, more. Okay. Okay. All right. So some more ideas. We can have learners read the text multiple times
and then they can record or circle new words and phrases they see. Ученики могут, потом ученикам можно дать задание прочитать снова текст и выписать или обвести в кружок незнакомые 5-10 незнакомых фраз или слов и попробовать самому угадать, что эти слова и фразы означают. Okay, and then they can use a dictionary or their phone to check and see if they got the correct definition. А потом посмотреть в словарях, правы ли были они. Right, and then at the end, learners could write a summary of the article in their own words. А после всего ученики могут написать резюме всей статьи. And then learners could explain the article, teach the article to another student. И они могут пересказывать своим одноклассникам содержание статьи, пересказывать, не перечитывать, пересказывать. Okay. Используя новые слова, новую лексику. The next thing is we have web quests, using the web for the entire activity. Следующим примером послужит интернет-задания, которые совершаются в интернете. Викторины, викторины, веб-квесты. Есть ли подпись? Да. Все, я просто... Okay, so веб-квесты. Good. Да. All right, so learners are going to work in small groups. Ученики работают в небольших группах. And then teachers will set a task for students to use the web for content. Им дается задание найти задание какое-то, ответ на которое они найдут в интернете. And then finally, learners would work together, compare their ideas to find the best choice. А потом они сравнивают, обсуждают друг с другом все, что они нашли, и приходят к консенсусу и что-то, и к общему какому-то решению. Или наилучшему. So typically, this will be a lot of web shopping and e-commerce. Следующий пример. Примером этого может быть задание сайта интернет-магазинов. So an example of a task would be to have your students redesign or refresh their home. Например, на сайте IKEA можно сделать перепланировку своей собственной комнаты с бюджетом в $500. Okay, and then learners would search, compare findings, and decide on what they would like to buy online. Да, и на этом сайте они ищут всю подходящую мебель, которая укладывается в бюджет, и друг с другом обсуждают, какая планировка наилучшая. All right, and the next thing we have are travel websites. Следующий пример это сайты для путешествий. Right, so you would group students together and have them plan a dream vacation. Студенты в группах будут обсуждать путешествия своей мечты. And then they would have to answer these questions together. И будут отвечать вместе на вопросы. Куда они поедут, в какие города посетят, сколько будет длиться путешествие, сколько денег они потратят и на чем они поедут. All right. So in conclusion, it's all about minimizing teacher input and maximizing learner output. Подытожим, что этот минимакс учитель использует минимальные затраты для лучших результатов. All right, so we're going to have our learners produce more by engaging them in task-based communication activities that exploit ICT. Также ученики такого учителя сами больше что-то создают на базе заданий, интернет-заданий и ИКТ-технологий. Okay, and that's all. Thank you. Все, спасибо. Any questions? Вопросы?
Скажите, насколько активны ваши учащиеся при работе вот с вашими ресурсами? Все ли они активны? How much your students are active and involved while you use this ICT? How much? How Yeah. active? How active your How students when Сколько they активны? work with those particular resources? Well, I think it depends on the student, but ideally they would be 100% active. Я думаю, что это зависит от студента индивидуально, но мне кажется, что они все на 100% активны. Спасибо, коллеги. Как вы думаете, можем мы применить вот эти приемы методические, которые нам сейчас раскрыли коллеги? Естественно, конечно, применить обязательно. Но просто тут, конечно, идеальная картина, чтобы вот такое образование, оно действительно суперобразование. Должно быть, все классы должны быть, например, компьютеризированы. Это хорошо, это прекрасно. И будет меньше времени и у учителя, значит, там, добиваться кабинета информатики, чтобы я пошла, вот я учитель по знанию. У меня нет такой возможности. У меня вот висит проектор, я работаю как в конце 20 века, вот, честно, я себя ощущаю так. Конечно, это все классно и интересно. И вот в этом проблема, наверное. Мы с удовольствием перешли бы на все это. Конечно, техническое наше обеспечение не всегда нам это позволяет. Да? Но, по крайней мере, мы теперь знаем, к чему можно стремиться, да, как в идеале можно эту работу организовать. Ну и, конечно, готовые сайты нам, наверное, не всегда можно использовать. Все равно мы должны сначала все просмотреть, проанализировать, да? Потому что информация, которая там размещается, может быть различного характера. Спасибо. Уважаемые коллеги, с нами сегодня работает Инна Васильевна Иванова, руководитель проекта «Школа управления Академии просвещения». И мы предоставим ей слово высказаться по поводу того, как же нам все-таки сделать действительно цифровую школу. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот действительно хотелось вернуться к нашей теме дискуссии. Как быть, а не казаться цифровой школой. Ну, у всех на слуху, безусловно, государственная программа «Цифровая экономика», кадры для цифровой экономики. Мы с вами уже погружены в этот процесс, в этот формат взаимодействия. Но вспомните, насколько трудоемким был процесс, например, оформления загранпаспорта. И насколько мы сейчас можем просто к этому отнестись. Заполним в электронной форме заявление и, собственно говоря, оформим. Как мы оплачивали коммунальные услуги? Какие способы оплаты на сегодняшний день существуют уже сейчас? Да? И так далее. То есть вот эту цепочку того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, можно продолжать, и нам не хватит времени одной секции. Поэтому, говоря о программе «Цифровая экономика», волей-неволей мы с вами вернемся, конечно же, к школе. Естественно, что формировать кадры для цифровой экономики необходимо начинать со школьной скамьи. И это правда сегодняшнего дня. И если мы говорим, что в ближайшем будущем мы совершим те или иные прорывы, то, говоря о цифровизации школы, мы можем уже с вами четко сказать, и мы это с вами понимаем, что это тема вчерашнего дня. Мы опаздываем, коллеги. И с этим нужно очень серьезно работать. Безусловно, что сейчас национальные проекты в области образования нам дают огромные возможности для развития этого направления. Если мы говорим, что в составе федерального национального проекта есть федеральный проект «Цифровая школа», то мы с вами понимаем, что очень четко и очень оперативно мы в этом направлении будем двигаться. Ну, то, что сейчас представлял коллега, вот формат преподавания, подборку, разработку определенных заданий для обучающихся, это все есть сегодня. Вот мне просто интересно, поднимите руки, кто использует ресурсы российской электронной школы? Все. Ну вот насколько стабильно, часто это все происходит, насколько эффективно этот ресурс позволяет вам выстроить урок. Это тоже тема определенной дискуссии. Есть еще один ресурс, это Московская электронная школа.
которая буквально недавно была объявлена Собяниным о том, что она будет открыта и доступна для использования всем, не только московским учителям, московским школам, но и всем образовательным организациям в рамках Российской Федерации. И не только. Поэтому вот эти ресурсы есть. И те задания, которые сегодня представлял коллега, ну, они в рамках Московской электронной школы точно присутствуют. Я сама являюсь экспертом как бы этого проекта, и поэтому понимаю, о чем говорю. Ну, во-первых, этот формат позволяет очень быстро педагогам готовиться к урокам. Если российская электронная школа – это статичный такой ресурс, да, вы готовый урок берете и используете, ну или этап урока этого используете, то московская электронная школа позволяет очень динамично работать в рамках этого ресурса и готовиться к урокам. Вы можете брать определенный этап урока, ресурсы определенного этапа урока, вносить какие-то корректировки самостоятельно, либо использовать готовые. Вы можете целиком использовать урок, вы можете брать определенные задания для обучающихся, прикреплять в электронный журнал цифровые домашние задания, причем дифференцируя это и индивидуализируя процесс обучения. То есть все это сегодня возможно. Чего нам не хватает, коллеги? Вот хотя бы с наличием вот этих ресурсов, которые на сегодняшний день есть. Чего не хватает? Оснащение. Материально-технического сопровождения. Интернета не хватает. Ну, это мы туда отнесем. Не хватает что? Компетенции определенных. И с этим надо согласиться. То есть у нас с вами несколько очень серьезных составляющих, которые нам позволят сказать, что мы являемся сегодня школой, цифровой школой, именно являемся, а не кажемся. Это административный ресурс, который должен запустить вот этот системный процесс работы на уровне образовательной организации. Это повышение квалификации педагогических кадров, причем на уровне модульных программ, когда каждый модуль будет формировать определенный навык, определенную компетенцию и доводить до того уровня, чтобы педагог совершенно свободно себя чувствовал в рамках применения этого навыка. Второе, это обязательно корректировка образовательных программ. Обязательно, потому что цифровизация – это сквозной элемент в деятельности школы. Он проникнет во все сферы деятельности. Бухгалтерия, документооборот, организация образовательного процесса, формат взаимодействия. Если мы сейчас на уровне московского региона можем говорить о том, что начиная от департамента образования и заканчивая каждой образовательной организацией уже реализован вот этот цифровой формат взаимодействия, то на уровне региона мы только к этому идем. И этот опыт нужно перенимать. Департамент образования еженедельно проводит селекторы цифровые. Проводятся онлайн родительские собрания и городские, собрания по округам, собрания образовательных организаций и классных руководителей с родителями класса. Все это сегодня реалии будничного каждого дня работы. Поэтому нам нужно просто прийти к тому, чтобы выстроить эту системную работу, поэтапно, но очень быстро двигаться к тому, чтобы наша школа была, а не казалась цифровой. Спасибо за внимание. Я готова с вами пообщаться. У нас есть программы по подготовке кадров. И, собственно говоря, мы об этом с вами можем говорить. Спасибо, Инна Васильевна. И мы предоставляем слово Наталье Николаевне Новиковой, доктор физических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Жанна Феликс, если немножко времени. Но я хотела бы просто поставить акценты, на которые мы задумались. Ну, на самом деле, первое, я как учитель, который работала в школе, преподаватель, который работает в университете, хочу сказать, что на сегодняшний день открыто мы должны об этом говорить, даже сейчас здесь, что у нас существует цифровое неравенство.
Оно существует в рамках России, оно существует в рамках нашей республики. Если мы будем сравнивать город Сыктывкар и Усть-Коломский район, то же самое, оснащение, интернет и так далее. Никуда мы от этого не уйдем. И мы это все прекрасно понимаем. У нас есть сейчас такая ситуация, и самое главное, и самое страшное, что учитель не может повлиять, а директор всегда думает, то ли крышу починить, то ли компьютер не будет. Поэтому это очень важно, это болезненно для преподавателей. Лично я даже, у меня вот есть лаборатория, честно говоря, 5 лет я ее создавала. Приходила к ректору и говорила, нужна смарт-доска, не будет, уволюсь, нужна документ-камера. У меня сейчас стоит интерактивный стол многопользовательский, его купили перед тем, как объединили институтов. То есть на самом деле это сложно, но мы должны сегодня понимать, если вот это цифровое неравенство не будет у нас разорвано, у нас в принципе не будет вот как раз этой цифровой школы. Это первое. Кто над этим будет работать, мы должны об этом знать. Дальше, я согласна с коллегой, это системный подход. Ну вот сейчас Люк нам очень интересно показал. Он показал методику и технологию использования ресурсов при изучении английского языка. У него есть своя система. Вы видели? Он рассказал, как он YouTube использует, как он использует даже Икею. Слушайте, я первый раз держу там задание. У него есть своя система. Сейчас каждый учитель должен тоже разработать систему. Я это называю программа развития предметной информационной среды или цифровой среды. У нас даже есть шаблон, который разрабатывают мои магистранты. Я сейчас веду курсы, чтобы это делали учителя. Очень хорошая позиция. Это сама инфраструктура, то есть что есть. И когда я анализирую эти программы, вижу, у кого-то есть 1 компьютер, у кого-то есть 10 компьютеров, у кого-то вообще ничего нет. Это ресурсы, которые существуют. Как работает сайт школы. Что там? Просто информация и все. Этот сайт не работает просто информационно. Где организуется взаимодействие? Очень часто учителя пишут. Только через электронный дневник. Этого мало. Это сегодня сейчас не работает. Дальше. Как он вообще организует деятельность? Какие ресурсы использует? Очень много пишут. 1-2 ресурса. Хотя их тысячи. РЭШ нету. Даже ЦИОР всероссийский, помните, да? Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Ко мне приходит на курсы, он уже 10 лет использует. Учителя даже не знают. Магистранты, они открывают рот. Ой, да вы что, так здорово, так хорошо. И не нужен интернет. Возьмите, скачайте, используйте на уроке. Вот с этим тоже согласны, да? То есть у каждого должна быть программа на уровне преподавателя и должна быть программа развития цифровой образовательной среды на уровне школы. Вот лично моя позиция, она должна включаться в программу развития школы. Просто так мы сегодня не можем. Это 25 лет мы могли написать. Моя школа будет развиваться. У меня была мечта сделать школу будущего. То есть я полгода поработала директором, но потом эта мечта как-то ушла, и вот я ушла в исследовательскую деятельность. Вот сейчас директор не может планировать программу развития вашей школы без цифровой составляющей. Не может. Эта программа должна быть. И 3 года назад я работала с учителями города Сыктывкара. Вы знаете, некоторые директора, они мне говорили, Наталья, зачем мне знать, сколько у меня компьютеров, зачем мне знать это? Но у них было задание разработать эту программу, представить ее, и потом, когда у нас был зачет, они благодарили меня, потому что они понимали, что у директора 50 компьютеров, используется только 25, 10 вообще где-то стоит. Я была в городе Усинске, приехала обучать на интерактивной доске. И когда я увидела, что на маркерной доске, которая стоит 400 тысяч, писали просто маркерами. Программы устройства нет, ничего нет. И потом, когда вот мы там полдня устанавливали это, учителя научились, директор школы говорит, а что это можно? Тут все так здорово, а у меня там 2 доски еще, нам спонсор подарили. Представляете? То есть, коллеги, я это реально видела в школах, не надо говорить. То есть, директор школы должен знать, что у него есть, что у него, и считать. Или 2 компьютера статических покупать, или покупать мобильные классы. Или каким образом покупать планшеты. Как я была в школе
в Америке. Просто у них планшетики лежат, учитель подошла, деткам раздала, они поработали, собрали. Все, замечательно. То есть их можно. Система оперативного контроля знаний, смартовские. Я видела школу, где они в мешках лежат, они тоже не пользуются. Поэтому это большая проблема. Дальше организация деятельностного подхода. Люк тоже показал деятельностный подход. Вы видите, вот когда он не просто ресурс сказал, а он говорил, что дети делают, что учащиеся делают. Вспомните, что вот он говорил. Да, смотрят дальше, рассказывают, что на IKEA они делали на сайте. Так, пожалуйста, это что у нас проектно-исследовательская деятельность? Мини-маленький проект. Потом они опять обсуждают. Вот деятельностный подход. Учащиеся выполняют какие-то действия, они работают. Они не просто, как мы говорим, да, и вот я, не хочу критиковать, но часто бывает, да, учебники открываешь, и КТ-компетенция какая? Зайдите на сайт ресурса такого-то и посмотрите. Все. Где деятельностный подход, где учащиеся выполняют задания. Вот Андрей всегда говорит, дайте задание, чтобы учащийся сам сделал. Вот я сейчас мучаю деятельностным подходом своих магистрантов. Знаете, как тяжело? Они меня уже ненавидят, потому что вы нас постоянно заставляете что-то делать. Разрабатывать проекты, создавать интерактивные игры, делать дискуссионные площадки, они постоянно делают. И вот сразу говорю про оценки. Потом они, вот сейчас я пришла, они фиксируют, я сделал, и чему я какие действия научился, что теперь я могу делать. Теперь я что могу делать, а не то, что я знаю. Ну и вот хотя на первом месте безопасность, коллеги. Это главное. Безопасность и здоровье наших детей. Вот я категорически против социальных сетей в системе образования. Категорически против. Социальные сети созданы совершенно для других вещей. Но эта позиция, я думаю, что мы все равно придем и познаем. Я категорически тоже, у меня никаких социальных сетей нет. Студент туда не заходит, я создаю свою среду, в которой у меня студенты взаимодействуют. Они все прекрасно знают, где мне искать, когда искать и так далее. К сожалению, сегодня учителей я тоже знаю. Не все сайты школ позволяют создать, как это в идеале, личный кабинет, закрытый, куда может зайти учитель, учащийся, родители, и там взаимодействие вот это происходит. И родительское собрание, и интерактивные какие-то познавательные игры и так далее. У учителя должно быть образовательное пространство, а не социальное. Я всегда говорю студентам, мы где ходим, обучаемся? В ВУЗ вы приходите, соответственно, одеваетесь, говорите, а отдыхать вы куда идете? В ночной клуб. Вот представьте, я приду в ночной клуб и буду вам рассказывать какую-то лекцию. То же самое, параллель с социальными сетями. Ну и последнее, все-таки это подготовка учителя. Коллеги, мы можем говорить, что мы вот это знаем, это не знаем, но я всегда говорю, когда один студент назвал меня древней, мне было 35 лет, но всегда как правда древняя. Я говорю, боже мой, я еще вроде молода. Он говорит, нет, вы не понимаете этого и этого. И каждый раз постоянно себе говорю, вот этого я не умею, этого я не знаю. Уже докторство мало, что-то надо знать. Коллеги, сейчас мы должны с вами учиться. Постоянно, регулярно, и это никуда не деть, как завещал великий Ленин, да? Поэтому различные ресурсы есть. Завтра у нас будет с Мариной Анатольевной мастер-класс. Мы покажем вам, где, как, какие возможности. И самое главное, чему вы научитесь, да, и какие компетенции вы получите. Большое спасибо. Желаю, чтобы ваши школы были цифровые. Мы благодарим всех участников нашей дискуссии. Продолжится работа в этой аудитории КИС, виртуальная и дополненная реальность, как это работает. А я хочу сделать объявление для всех участников нашего семинара. На портале «Открытое образование Республики Коми» выложен опрос, который проводит Совет Федерации. Опрос очень интересный. Вот та проблема, которая у нас с вами наболела, о которой мы и вчера говорили с нашими директорами, по поводу сокращения бюрократической нагрузки на учителей. Здесь ссылочка. До 31 мая опрос можно пройти.
Призываю вас к этому подключиться. Спасибо. Пойдем походим. Не открыл уже. Ага. Здесь не откроется. Там он ее открыл. Кондиционер может включить тогда. Сейчас посмотрим. Ну что там началось? Так, вот на стуле можно разложить. Коллеги, можно поближе, чтобы не так далеко было все это делать. Есть впереди места. Саша, динамик проекта получил. У меня склада нет. Да. А у тебя там много будет? Там, конечно, немного, но там ноутбук. Ну, планшеты или что? Нет, ноутбук вот здесь. Там будет подключаться к очкам виртуальных. А это очки, да? Да. Да. Давайте в стол занесем. Рассказываешь, потом мы их запускаем. Да, потому что потом кто-то желает, может попробовать. Ну потом вот эти, да? После них. Да, кто захочет, потом как совет начнет. Ничего страшного. Ну как, война войной, объект станет. Самолеты. Как вы убираете?
Ребята тут в процессе будут. Коллеги, мы начинаем наш кейс, виртуальная и дополненная реальность, как это работает. У нас несколько тут вариантов будет. Я сейчас пока предоставляю слово Александру Николаевичу Грозову, ведущему программисту Центра информационных технологий в образовании нашего института. И посмотрим практически потом, как это все может выглядеть. Александр Михайлович, тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Дронов Александр. Я подготовил для вас небольшую презентацию с рассказом. Хотел устроить все это в вопрос-ответной форме, чтобы потянуть время. Но времени у нас так немного, поэтому давайте сделаем вид, что я буду задавать вопросы, а вы буду отвечать. Итак, что же такое дополненная реальность, виртуальная реальность, что такое реальность вообще? У нас существует на данный момент три примерных понятия. Это настоящая наша реальность, реальный мир. Это дополненная реальность. Хорошо. И виртуальная реальность. На данной схеме у нас получается в самой левой части это наша реальность, которую мы видим глазами. В самой правой части это виртуальная реальность, которая состоит из виртуальных объектов. Посередине находится реальность, которая получается при смешении того, что слева, и того, что справа. Получается, на нашу реальность накладываются какие-то виртуальные объекты, какие-то надписи. Как устроен наш мир? Ну, это все достаточно просто. Пространство-время, состоящее из вибрирующих струн, которое движется постепенно к тепловой смерти. А вот как устроена дополненная реальность и как она развивалась, давайте сейчас быстренько глянем. В 1980 году была разработана система ITEP. Так, к сожалению, не совсем хорошо видно, но это как раз была система, при которой на правый глаз с помощью шлема передавался виртуальный мир, левым глазом человек видел настоящую реальность, таким образом эти две реальности смешивались, и он получал смешанную картинку. В 90-м году появился понятийный аппарат. В 92-м году, получается, Льюис Розенберг разработал систему дополненной реальности для ВВС США. Как только добирается ВВС, всегда все начинает развиваться очень быстро. Благодаря военным эта технология получила такое настоящее движение вперед.
Военным эта технология понравилась, потому что теперь не на глаз нужно было целиться, не на глаз искать объекты на Земле из самолета, а можно было это через шлем объекты на Земле увидеть с помощью маркеров. В 1998 году технология пришла уже в мир, и благодаря First and Ten на экранах своих телевизоров люди видели не просто футбольный американский футбол, но с дополнительными маркерами, где находится там штрафная линия, какой игрок играет за какую команду. Это все в реальном времени подписывалось и выводилось на экран. В 1999 году был представлен ARToolKit. Это технология, на которой как раз разработана дополненная реальность, которая функционирует в нашем музее. Я вам сейчас ее покажу. Вот у нас есть альбом с экспонатами, которые либо не поместились в наш музей, либо которые уже утрачены, и мы не смогли их просто заполучить. Но были созданы модели. При наведении на маркер устройство считывает положение и ставит модель. Видите, да? Если желаете посмотреть, пустите планшет на альбом передам, разглядывайте. Конечно, переворачивайте, наводите планшет. Хоть технология и 1999 года, то есть вроде бы достаточно старая, но на самом деле активно развивается и была перенесена в веб-среду, благодаря чему мы можем на маленьких устройствах наподобие планшета видеть дополненную реальность. В 2013 году Google представил свое носимое решение – очки Google. Сейчас эта технология уже перестала быть общепотребительской, а до этого они планировали, что точно так же, как умные часы некоторые носят, также будут носить и умные очки. Но умные очки оказалось делать слишком дорого. Но у всех людей так были с собой уже смартфоны к тому моменту. И с 2016 года технологии дополненной реальности вошли в общий обиход именно благодаря смартфонам и прозорливости компании Nintendo. В 2016 году было выпущено Pokemon Go, более 15 миллионов человек скачал по всему миру и бегало по дворам, ловило виртуальных монстриков. Наверняка вы это слышали, у нас в новостях почему-то пытались это подать как шпионаж и прочее, но на самом деле это прорыв дополненной реальности. И в 2018 году компания Apple представила свою технологию, свою среду ARTkit, благодаря которой сейчас уже очень много приложений используют технологию дополненной реальности. Ну, во всяком случае, iOS-приложение, Android пока что чуть-чуть победнее. В итоге, как же все это работает? Существует устройство ввода. Это либо датчики какие-то наподобие гироскопа, акселерометра, либо камера, как в нашем варианте с планшетом музея. Есть вычислительное устройство, которое обрабатывает входные данные. В нашем случае это как раз сам планшет. И изображение выводится на экран, то есть у нас накладывается картинка на реальный мир. Если это какое-то носимое устройство наподобие очков, то он накладывается на прозрачный экран. Если это наподобие планшета или телефона, то на непрозрачный экран просто выводится сперва изображение с камеры, а потом изображение с какими-то дополнительными пометками или моделями. Сейчас мы посмотрим про виртуальный мир. У него история чуть побогаче. Как видите, первая дата 1838 год. Стереоскоп, не знаю, может быть, кто-нибудь такие вещи видел. Это, получается, был шлем, на который можно было установить специальные карточки с раздвоенными фотографиями и посмотреть стереокартинки. В 1957 году примерно то же самое было реализовано в электронном виде. В 1960 году был представлен первый вариант устройства виртуальной реальности, который можно было надевать на голову, а не погружать человека в какую-то коробку. В 1982 году подключились наши любимые военные, и все понеслось. В 2012 году уже Oculus представили свой шлем Oculus VR. Получается, подключилась виртуальная игровая индустрия,
Потом в 2015 году Samsung представили свой шлем, который был очень дешев за счет того, что смартфон подключался в пустую гарнитуру и выполнял как функции дисплея, так и вычислительного устройства, так и датчиков, которые отслеживали положение головы. Тут все примерно то же самое, только вывод происходит немножечко по-другому. Получается, у нас отдельный экран для левого глаза, отдельный для правого глаза. В некоторых шлемах это один экран, просто разделенный пополам. И тут есть свои нюансы. Дело в том, что для того, чтобы это было более комфортно, необходима высокая частота обновления и достаточно высокая скорость реакции устройства. Потому что если вдруг картинка будет заторможенной, то будет появляться эффект болтанки. Некоторые люди не смогут удержать, значит, завтрак в себе. И вследствие этих двух особенностей необходимо мощное вычислительное устройство. Поэтому до последнего времени эта технология не распространялась. Но сейчас, вот, получается, мы уже сможем продемонстрировать вам некоторые варианты виртуальной реальности. Если у вас есть какие-то вопросы, я могу попытаться на них ответить. Через какие приложения вы делали музей? Я использовал ArtToolkit, а точнее библиотеку ArcGIS. Получается, открываю блокнот, подключаю туда библиотеку, использую Blender для создания моделей, и все остальное это, в общем-то, руками. То есть тут ничего такого сверхкрасивого, сверхинтересного. Но существуют программки, которые позволяют даже не специалистам использовать дополненную реальность. Сейчас, может, у меня что-то есть, я вам... HP Review, например, у меня на телефоне установлен. С помощью HP Review можно обучить телефон распознавать какой-то символ, нанести на него сверху изображение текста или видео и сделать этот объект публичным. Другие люди, скачавшие HP Review, если они тоже наведут свой телефон на данное изображение, они получат вот этот вот дополненный слой. Это можно скачать на маркете или это? Да, в Play Market. Спасибо, Александр Михайлович. Теперь, когда я предоставляю слово «Мир виртуальной реальности», наш сыктывкарский, и они свой проект представят. Всем здравствуйте. Вот, сейчас говорили про виртуальную реальность, как раз хотели бы вам продемонстрировать. Это не игровой контент, а именно научно-познавательные фильмы в шлеме виртуальной реальности. И можно мы вам сейчас их продемонстрируем. Это проект мы запустили по республике Коми. Сейчас работаем с нашими школами, с детскими садами. То есть можно интегрировать фильмы наши научно-познавательные в учебный процесс. Заодно сотрудничаем со школами и детскими садами. Сейчас мы вам все покажем. Да, это время для носа, это малыша. Нет, так. Да, скажем, по-моему, модель еще. Похоже на то же? Планетарий. И, по-моему, там без очков можно. Нет, можно с очками. Да. Ты уж совсем, да, попробуй. Ничего страшного. Хватает всем? Шлемов мы по очереди будем на
Комфортно? Правьте, как вам удобно. Все очень удобно, да, главное править до комфортного состояния, но можно, да, это нужно отснять в определенном формате, да, для того, чтобы загрузить сюда. Так, возможно, да. Покажи. Вытягивайте сзади. Просто набрали чуть попробуй. Вот один контроль. Вот передвигаться можно с помощью блоков. Все, сейчас. Я сейчас не помню, что именно. А нет, можно поднимать. Вот так. Ничего. Я вот просто не помню, может быть, панели передвигаются. Мы буквально продемонстрируем вам несколько минут. Кому сейчас не одели, потом в следующем сразу переоденем. Если зрение плохое, то лучше, конечно, в очках, потому что там через стороны. Кого-нибудь показывать, просто да, руку поднимем. Наше настоящее и наше будущее. Свет. Свет означает жизнь. Секрет нашего существования – это фотосинтез. Хлорофилл, окрашивающий листья в зеленый цвет, помогает растениям усваивать энергию солнечного света. В процессе фотосинтеза углекислый газ и вода преобразуются в глюкозу и кислород. Кислород нужен нам, чтобы дышать, а значит жить. Свет состоит из электромагнитных волн, каждая из которых имеет свою длину. Белый свет – это множество волн с разной длиной волны, то есть разного цвета. Однако видимый свет – это только малая часть всего электромагнитного спектра, который помогает нам развиваться.
количество информации может передаваться со скоростью света. Для этого данные кодируются в инфракрасном диапазоне, и каждая длина волны используется как независимый канал. Световые сигналы таким образом передаются на большие расстояния с помощью волокон оптических кабелей. Это дает нам возможность отправлять сообщения из пункта А в любой пункт Б на земном шаре с максимально высокой скоростью. Солнце – источник света. Земля обращается вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров, и лучу света нужно около 8 минут, чтобы преодолеть это расстояние. Но свет не только скорость, это важный источник энергии. Солнечные батареи трансформируют его в электричество. Умение использовать свет – это одно из важнейших достижений человечества. Лазер собирает огромную энергию света в пучок, который способен сваривать или разрезать сталь. Свет также применяется для создания электронных компонентов. Без них уже невозможно представить нашу современную жизнь. Наука о свете, фотоника, позволила человечеству использовать свет во всех возможных диапазонах как базу для неисчислимых сфер применения в нашей ежедневной жизни. Если кратко, свет – это будущее. И остается только один вопрос. Каким бы был наш мир без света? Еще один человек. Нет, сейчас кто не смотрел, сейчас заново еще запустим, да. А кто смотрел, можно снять? Да? Да, конечно, можно. Можешь посмотреть еще? Наш постоянный спутник. Изо дня в день. Видимый и невидимый. Причина нашего возникновения, наше настоящее и наше будущее. Свет. Свет означает жизнь. Секрет нашего существования – это фотосинтез.
хлорофилл, окрашивающий листья в зеленый цвет, помогает растениям усваивать энергию солнечного света. В процессе фотосинтеза углекислый газ и вода преобразуются в глюкозу и кислород. Кислород нужен нам, чтобы дышать, а значит жить. Свет состоит из электромагнитных волн, каждая из которых имеет свою длину. Белый свет – это множество волн с разной длиной волны, то есть разного цвета. Однако видимый свет – это только малая часть всего электромагнитного спектра, который помогает нам развиваться. Невероятное количество информации может передаваться со скоростью света. Еще полминуточки у вас займу. Мы находимся в доме быта на 5-м этаже. Будь то руководитель, да, воспитатель детского сада. То есть можно прийти, у нас отличное помещение с космической тематикой, удобные мягкие креслица. То есть к нам приходят детки из детского сада или со школы до 30 деток. У нас возраст от 5 лет. От 5 лет, да. Стоимость индивидуально в среднем 250 рублей за ребенка, 30-минутный научно-познавательный фильм. Естественно, если это ребенок, будь то пятый класс там, да, или 5 лет, естественно, для всех свой фильм подобранный, да, сертифицированные, лицензированные фильмы, то есть, да, не какие-то там на коленке сделаны. Также приезжаем в школы и в детские сады. То есть прям вот приезжаем, да, у нас Данил приезжает, как правило, или со мной, или с Валентиной. То есть также педагог или руководитель, или родитель выбирают фильм предварительно и приезжаем уже вот целенаправленно в классы или в детский сад. Что, извините? Визиточку, а я вам положила рядышком с вами. Да, если что, звоните, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Хорошо? Так, и еще тогда продолжение, вот, Александр Михайлович, расскажи, что у нас вот там за аппаратура. Да, у нас тут есть еще очки виртуальной реальности с чуть более интерактивным экспириенсом, где можно действительно походить, понажимать кнопочки всякие. Это уже околоигровой опыт. Если кто-то желает попробовать, подходите, пожалуйста. То есть действительно можно походить по помещениям. Для таких, давайте, присаживайтесь. Вот, с помощью этого управления Да, я думаю, Саш, там затягивать не надо, так? Нет, давай я могу. Сделай такой средний. Так, теперь возьмем руку, пожалуйста. Смотрите. Вот здесь у нас управление. Вы можете его поворачивать влево-вправо, для того, чтобы самостоятельно поворачиваться. И указывать им вперед, чтобы пришвартоваться в разное место. Господи, я сейчас куда-то улечу. Да. А тут ходить нельзя? Можно ходить. Ну, есть два режима. Первый это следующий режим, второй это следующий. Для следующего режима нужно очистить площадку. Такой нет, на экране это пока нужно остается не будет. Короче, я куда-то побежала. Почему не демонстрируют на экране?
устройство несколько ограничено по мощности. Что я должна сделать? Вы можете просто показать, там где-то на стене должен быть калькулятор, если вы очень далеко ушли. Я не могу еще зачем? Вы можете? Да. Стену. Потому что вы можете поворачивать. А красный это что такое? Я не знаю, что именно красный. Красные линии. Красный нет, скорее всего, границ. Так, коллеги, вопросы у кого какие возникли? Как там посмотреть? Я вообще-то в стену. Поэтому, кто хочет еще может остаться и попробовать. Красный. Знаете, в принципе, наша информация. Если нажимать, там вот красная линия. А сейчас секундочку, синхронизировалось устройство немножечко. Сейчас выключу вообще заново. Это получается уже все больше. Да, это уже получается игра. Сейчас. Да, да. Да, вообще не зависит, то есть от этого не зависит. Могу вам скинуть электронный каталог. То есть, да, там... Да, да. Дело в том, что я его настраивал стоя, а потом, когда мы сели, можно сейчас присяду, я его перенастрою, а то такая беда. Класс. Как ты настроил? Смотрите, там еще нет, и можете конвертироваться вперед. Если вы нажмете вперед, появится линия четвертая. Когда вы ее отпустите, вы переместитесь в то место, куда линия указывала. А с помощью кругов, как пистолета, вокруг. Наверное, красный это просто нельзя ходить. Да, красная это граница, куда уже дальше нельзя. Нам в одном помещении есть один калькулятор. С ним можно взаимодействовать с помощью кругов. Саша, музей у нас будет вот в этом? Да. Да. Вот этот шлем. Да. А сколько у нас? 5 таких шлемов? 5 ходить по музею с этими штуками? Да, с этими штуками. Ну, чтобы это комната рассматривать. Никто не выскочит из-за угла? Нет, никто не выскочит. Это просто демонстрация возможностей. То есть, ну, в таком режиме существует уже достаточно много видеоигр. Используется технология при обучении. То есть, например, студентов-медиков обучают ну, не только резать людей, а просто для того, чтобы они понимали, как устроено человеческое тело, можно внутрь человеческого тела попасть. Да, и получается по кровеносной системе походить, понять, как что связано, как что работает. Хирург тоже тренирует уже виртуальные лица. Ну, операции делают. там просто немножко другие контроллеры, не вот такие, а там симуляции давления, симуляции сопротивления, то есть когда человек держит скальпель, чтобы обратная связь была. У нас таких, к сожалению, нет. До свидания. До свидания. Что, будете садиться? Да. Садись. Сейчас операцию будешь делать. Кота. Она же чаще. Это называется вытягивается, чтобы все не падало. Комфортное давление. Так, надевается. Если что, можно его запрокинуть. Это, кстати, особенность данных очков. И вари. Сварка. Так. С помощью стика. Стик вот здесь. Также есть курок. С помощью курка можно взаимодействовать. Ага, понял. Если там курок вот впереди. Я вижу, я. Ага, понял все.
Телепортируется, да? Да, да, это стандартный метод передвижения виртуальной реальности, телепортация. А с помощью джойстика гулять, да? Красный он не... Вот с помощью джойстика мы телепортируемся, если нажимаем вперед, появляется линия. Мы отпускаем, нас перемещает в то место, где была линия. Как VR-игра. Да, получается как VR-игра. А если мы нажимаем назад, то нас передвигает на один шаг назад или вправо или влево, соответственно, поворачивает. Ну вот эти очки, наверное, мощнее, чем у них были, или наоборот. Ну, это просто несколько разных способов реализации. Тут нельзя сравнивать мощности. Это как сравнивать мощность 2 и мощность, допустим, кита. А там пакет какой-то? Чего? Пакет. Пакет, да, это магазин приложений Windows. Покупай. Там у меня сейчас отключен интернет, но теоретически можно скачать приложение и его как окно разместить. Там уже некоторые окна у меня размещены. Можно любое окно из приложения Windows 10 разместить именно так и взаимодействовать с ним в этой реальности. Ты представь, что ты не мог. Ты видишь меня? Да. Что я делаю? А, там еще наверху есть. Ты что, ловишь? Закидываешь, переслушай. Видео ловит так-то. Один из главных преимуществ данного машины является то, что не нужно расставлять датчики. Если мы возьмем решение Oculus, ну, последний вариант, по-моему, тоже без датчиков работает, а большинство существующих на рынке решений требует размещения минимум 2 датчиков в комнате. То есть либо на штатив, чтобы был геометрия. Да, чтобы он распознал, где мы находимся. Здесь используются 2 камеры на шлеме. Вот одна камера, вторая камера. Она так сама делает, да? Да, и она автоматически распознает, где что находится, и отслеживает положение по вот этим вот лампочкам контроллера. И сколько это стоит? 1020 тысяч? Нет, она стоит 40 тысяч. Да. Прилично. Чего, вообще больше? Да нет, что? Что я не видел? Что я не видел? А сейчас обсудим стоимость аренды. Ну давайте. Карта есть, понимаете? Из чего сделано? Карта? Да. Ну, из чего-то вот карту я не делал. Это виртуально, как вы не видите. Только я ее вижу. Если бы она была сделана из платины. А, там еще помещение есть внутри? Да. А я не видел. А план схема какая-то? Раз. А, он говорит, он работает. Я думал, вы просто говорите. Видите? Он тихо говорит, значит. Да. Это вот на дипломе так устроено. У нас тут они. Может, дипломе без микрофона. А нет, у нас тоже здесь. Просто будет рассказывать так же, как вы. Также покажем всякие вещи. Только может получится министр. Я по презентации так готовил, можно диплом презентации заранее подготовить. Я застрял. Нет, не буду. У меня тема посложнее, чем у вас. У меня расследование киберпреступлений. Ничего себе. В организации. Для того, чтобы защитить диплом, нужно кого-то поймать? Блин, да. У меня вообще по 2 специальностям получается. И юридическая какая-то, и моя компьютерная сеть. Витя, снимай очки. Нет. Пошли. Заигрался что-то. Вчера появились сведения, что Роскомнадзор использует взломанные устройства обычных пользователей для того, чтобы вычислять и отрицательные граммы. Ваша тема для дипломной работы. Ну да, не сразу чисто. Ну я не знаю, можно было. У вас вообще в природе было что? Ну, взломали вас? Что? Для чего? Или не было таких случаев? Я тут 3 года работаю, прямо чтобы взламывания не было. Не было? Было, что просто спам закидывали. Ага. Но это самое страшное, наверное. Это киберпреступление тоже является. Это как дело? Driver Windows это что? Это, ну, прямо можно поковыряться на стороне компьютера. То есть для тех, кто считает плебейским сидеть за компьютером просто так. Ого, я же могу листать, да? Я листаю. Да. А как нажать? Курок, наверное. Да, теперь я не поработаю. Хватит. Вот классно, когда там типа едешь куда-то,
Типа на горках как раз так же виртуально в так делают. О, классно. Вот вы сами создаете? Да. Получается, я даже не знаю, как называется правильно. Это литература. Нет, литература. Или это Вот то, что сейчас готовое? там, что там все демонстрируется, это готовое. Но у нас в музее Что, прикольно? Вообще классно. Я знаю, не знаю, что я видел. Слушай, я уже научился, как это выглядит. И то есть там какая-то... А что конкретно вы делаете сейчас? Как представил, прикольно. Виртуальная реальность в чем? Я шучу, не вставай. Игры какие-то или что вот сейчас делаем? Интересно? Стало интересно. Да. Называется интерактивный опыт. Это не игра, потому что у меня нет геймплея. У меня нету той составляющей, которая захватывает и стимулирует продолжение. Помечать обстановку, как люди классно помнят, когда отвечают на Вот. динамики, советская. И просто там мы стараемся соблюсти максимальную, скажем так, приближенность к этому периоду. Сейчас мы не можем просто так, например, перейти с какого ты там школы. Да, конечно. Было бы игра, например, стрелять, было бы намного веселее. Потому что очень много игр для вот этого. Стрелять как скучно. В реальности вот такие штуки я еще не видела. Только в фильмах. Один. Попробуйте? Попробуйте. Так, сейчас как бы переместим. Ага, вот сюда, все это уже идет. Все, спасибо. Подберите, классно, погуляйте. Где? Мир, там, виртуальная реальность. Какой мир там? Там наш человеческий. А, да? Ну, Да. я думаю, может быть, какой-то Нет, там неземной. Нет, на самом деле это альтернативный вид рабочего стола. То есть сейчас у нас используется рабочий стол обычно, как клавиатура с мышкой. А в этом окружении можно а в этом окружении можно использовать другой способ взаимодействия с программой. Что вы полезны? Утираешь. Чуть-чуть. Не, нормально, наоборот. Интересно. То есть я могу сейчас... Вот это. Вот это вот кнопочка. Вот это. Вот это, да. Да. Я не вижу, но я чувствую. Но вы должны не видеть уже в этом. Нет, я вижу, я не вижу пальцев. Ну это да. Если вы нажмете вперед, появится телепортационная линия. Так, нажать вперед куда именно? Вот сюда. А, просто вперед. Когда отпускаете, вас телепортируют в то место. Ближе, да? Да. А если назад? То вы будете идти назад. Назад просто нажимаете и назад двигаете. Да. И вправо-влево для того, чтобы поворачивать. Все нормально, все сначала не получалось. Так интересно. И что, то есть мы можем что делать? Какие-нибудь, допустим, чтобы смотреть, да, конкретно? У Microsoft есть магазин приложений, в котором различные есть программы. Это видеоплееры, это навигационные карты. Знаете, мой мозг устал. Это может быть смешно, но глазам тяжело. Ну да, есть такое. Если вы хотите, я могу выключить. Да, спасибо. Это, конечно, очень интересно, но... Да не ваше. Нет, это точно не мои. Видите, технология еще достаточно молодая. То есть именно в таком виде, где мы взаимодействуем с реальностью, она развивается буквально лет 8, наверное. Сейчас уже Oculus представляет решение без проводов, вот таких вот. Естественно, как только мы избавимся от проводов, получим более качественные линзы, да, чтобы именно не было неприятных ощущений. Технология уже станет более такой общепринятой, общедоступной. И сколько стоит такая аппаратура? Вот эта штука стоит 40 тысяч, ну и нужен компьютер тоже стоимость минимум 40 тысяч, это ноутбук за 40 тысяч. Он на самом деле чуть-чуть даже не отвечает минимальным системным требованиям, приходится в реестре открывать, править, чтобы разрешить использовать эту технологию, потому что там требуется минимум 6 гигабайт оперативной памяти, на этом ноутбуке только 4. Но в оперативную память мы не утыкаемся, когда используем эти очки.
тем более все выключено, они на всякий случай про запас такое ограничение поставили. Ну, получается, Ну, вот так. интересно, потому что я вообще никогда еще с такими штуками не работала, это интересно. Спасибо большое, Все, спасибо. за опыт. Нам надо было пораньше прийти там по космосу, тут я очки давали, пока. Ну да, лучше. Но у нас просто, я была на, получается, другой дискуссии, поэтому... До свидания. Да. Закончилось.
Я отправила. А я думаю, что там написано все. Они покупают, а я решила, что нет, я вам что да, впереди. Да сейчас на это я не спрашиваю. А две, да, ну нет, я думала, что она все равно. Эффективный директор, эффективный учитель, да. Скиньте свою электронку, я вам перекину. Попробуйте. Так, ну 39. Еще больше.
Надеюсь, что наша с вами совместная работа достаточно интересная. Тема моего выступления посвящена практикам улучшения практики. Мне хотелось бы разделить вопрос, что такое действительно, когда возникает вопрос естественного образования, что, не знаю, вы можете случиться самый большой объем среди всех образовательных организаций нашей страны. И порядка сегодня 25 раньше было больше. Раз, два, три.
Не, выйдите из света, а у нас какое зрение портите. Зачем вам это Надежда Викторовна, не свет. Так, девочки, вам немножко вперед, чуть-чуть Вы вперед. Вы сильнее. Да. Нет, она как раз на вас смотрели. Смотрим на меня. А теперь на меня. И руки. Улыбаемся. Красота. Контроль. Еще вы даже контролируете. У меня еще один. Группу выложите ВКонтакте, если не жалко. Я не знаю, чей телефон. Это мой. Выложим. Я без вопросов сейчас фотографирую на свой выложу. Так, улыбаемся. Сейчас видно камеры разные. Улыбаемся. На вашу. Я, конечно, Так, уважаемые коллеги, у нас с вами приближается время начала следующего мероприятия. Пожалуйста, собираемся. Еще одна фотосессия. Сейчас посмотрим, получилось. Ну, как-то не очень ясно. Вы нажимаете и держите, да? Хорошо? Сразу рукой. Вот в центр вставите. Разрешаете. Снизу уже не фотографируем. Нашего возраста. Ну, уже как есть. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, и у нас есть успешные модели функционирования сельских школ России. Сегодня в России более 46 тысяч общеобразовательных школ, и из них более половины, да, больше 28 тысяч школ находятся в сельской местности. Но при этом посмотрите, какая еще есть зависимость. Более 15 миллионов школьников в нашей стране, а в сельских школах учатся около 4 миллионов. Плотность невысокая.
Но при этом, посмотрите, есть статистика по годам. Количество школ Российской Федерации в 2000 году было что-то близко к 70 тысячам образовательных организаций. Из них на малых территориях размещались более 40 тысяч. В 2018 году всего более 40 тысяч, до 46 тысяч. Из них на малых территориях 28 тысяч школ. То есть наблюдается тенденция снижения в целом числа общеобразовательных организаций в Российской Федерации и тенденция снижения числа сельских школ. При этом еще есть утешительная статистика, что в сельских школах только около 10% молодых педагогов. 20% педагогов имеют предпенсионный возраст, и около 70% это уже пенсионеры. Проблемы серьезные, да, на уровне Российской Федерации. Что же в нашей республике происходит? У нас 337 общеобразовательных организаций в республике, из них 186 находятся в сельской местности. То есть тоже где-то около половины. При этом обучающихся в школе 101 тысяча человек, чуть больше. При этом пятая часть обучается в сельских школах. Тенденция такая же, как и на общероссийском уровне. И при этом треть общеобразовательных организаций в нашей республике признаны малокомплектными. В сельских школах работают 3353 педагогических работника. Из них 11% имеют высшую квалификационную категорию, а 56% имеют стаж работы более 20 лет. Тоже есть над чем задуматься. Кадровый состав наших школ. В прошлом году, в 2018, 16 августа, был подписан указ главы Республики Коми, который утвердил День сельской школы, который проводится 28 августа. В прошлом году этот День сельской школы проходил на базе Зеленецкой школы. Многие из вас, наверное, были участниками этого мероприятия. В позапрошлом году, когда была высказана инициатива, да, о введении этого Дня сельской школы, День сельской школы проходил на базе Сторожевской школы. В этом году, в 2019, планируется на базе какой школы, кто знает? Усть-Куломской школы. Приглашаем всех к участию. Итак, мы с вами обсудим сегодня несколько основных вопросов. Первый. Что же такое сельская школа сегодня? Второй. Для чего создан проект энциклопедии сельских школ России? Об этом проекте поговорим. А какие успешные модели функционирования могут реализовать сельские школы? Об этом нам как раз и расскажет руководитель проекта энциклопедии сельских школ России. И о том, как принять участие в республиканских конкурсах для сельских школ, нам расскажет Татьяна Сергеевна Корнинская. На сайте сельскиешколы-россии.рф расположен национальный проект «Энциклопедия сельских школ России». Ну, вот здесь скриншотик показан за главной страницы. Руководитель, исполнительный директор проекта Макнюк Николай Аркадьевич очень хотел приехать к нам на семинар, но, к сожалению, обстоятельства сыграли так, что не смог он этого сделать, но прислал для нас видеозапись, но при этом извинялся по поводу ее качества. Но, тем не менее, очень интересные идеи из его выступления мы с вами можем почерпнуть. Самый фактор включите. Добрый день. Приветствую юридическую ответственность Республики Коми. Большое спасибо за приглашение принять участие в вашем крупном международном мероприятии. Надеюсь, что наша с вами совместная работа принесет плоды, достаточно интересные и хорошие для всех нас. Тема моего выступления посвящена практикам сельских школ, лучшим практикам сельских школ.
Но я немножко хотел бы развернуть этот вопрос вообще плоскость, что такое сегодня сельская школа и какая сельская школа 21 века нужна нашей стране, нашей России. Действительно, когда возникает вопрос о сельском образовании, то мы знаем, что большинство юридических лиц – это самый большой на сегодняшний день объем среди всех образовательных организаций нашей страны. Их порядка сегодня 25-26 тысяч. Конечно, огромная армия. Раньше было больше, но по ряду объективно-субъективных причин она, конечно, сокращается. Второй момент. Много юрлиц, но по количеству, конечно, учащихся, по количеству учителей это гораздо меньше, чем городская школа. Мы считаем важным довести до людей значимость сельской школы в истории не только российского образования, но всего нашего государства. В рамках реализации проекта мы решаем две стратегические задачи. Первое. Рассказать обо всех сельских школах Российской Федерации в формате специально разработанной исторической справки. И второе. Помочь сельской школе разными вариантами поддержки. Ну, на наш взгляд, к сожалению, сельская школа плохо о себе умеет рассказать. И мы специально создали формат, который позволяет ярко, полновесно рассказать любой сельской школе, большой или маленькой, о своем пути, который она прошла, свою историю, о людях, которые ее создавали, которые в ней работали, об учениках, которые в ней учились, о тех людях, которые были рядом, помогали ей. То есть это обширный пласт, который, еще раз повторяю, позволяет сельской школе очень интересно и красиво рассказать о себе. Потому что когда нам начали приходить первые справки, то действительно возникало очень такое недоуменное чувство. В школе 100-120 лет, а количество выпускников, о которых она может рассказать, это порядка 5-6 медалистов за последние 10-15 лет. Ну, согласитесь, это вызывает только разочарование. То есть нам нужно научиться, еще раз подчеркиваю, рассказывать о себе, показывать свою значимость, показывать не только местному своему населению, но и всей России, в конце концов. Иначе без продвижения, без нормального пиара невозможно сегодня существовать. И второй момент. Мы должны быть очень благодарны тем людям, которые создали эту школу, работали в ней, при них она часто достигала, может быть, пика своего развития, да? Я не говорю о всех, но по ряду школы, это, конечно, отчетливо прослеживается, когда в школе там училось по 700, по 500, по 600 человек, да? А сегодня учатся там 100, 150, 200, может быть, и того меньше. Надо отдать должное этим людям, которые тогда работали, достигали высоких результатов и способствовали тому, что сейчас вы имеете работу, школа сохранена. Если и вы прикладываете к этому много усилий, но надо отдать долг уважения тем людям, которые были тогда. Второй момент. К сожалению, сельскую школу, справку сельской школы заполняет в основном учителя. Это, наверное, касается городских. Мы специально в конце поставили раздел, чтобы указали фамилии, имена и отчества людей, которые делают эту справку. И в 95% там нет людей. То есть сегодня мы имеем уникальный ресурс гражданско-патриотического воспитания, не выдуманный. Вот она справка. Работайте с ней. Работайте взрослые, дети. Создавайте вокруг этого детско-взрослое событийное сообщество. Но, к сожалению, пока школы плохо этим пользуются. Вот этот формат участия детей, участия школьников в написании исторической справки мы, несомненно, будем продолжать приветствовать, развивать, поощрять вот это направление. Недавно мы подали президентский грант как раз по этой тематике, что школа России создает энциклопедию сельских школ России. То есть надо всемирно привлекать школьников к написанию исторической справки. Потому что историческая справка школы – это не только сам формат исторической справки.
Энциклопедия позволяет рассказать и выдающих учителя, и руководителях школы, и благотворителях сельской школы, и об учениках. То есть целое поле поиска, да, находок, открытий, которое позволяет группе школьников, которые это интересно, под руководством учителей, создавать интересные документы, которые потом входят в эту электронную энциклопедию. И вот здесь очень важный момент. Эта работа представляется публично, то есть не в узком круге, а именно среди большого количества людей становится известно материалы и результаты этой работы. Вот пример настоящего и поискового исторического осмысления, и гражданско-патриотического воспитания, и уважения к своей школе. Знаете, я недавно зашел в журнале Forbes список наших 200 крупнейших предпринимателей, да, в стране. И в биографии нигде не указана школа. Указано вуз, который человек закончил, а школы нет. Это говорит о том, что на самом деле нам нужно всемирно повышать престиж школы. Рассказывать о школе, чтобы выпускники, которые оканчивают наше учебное заведение, не только высшие, да, стремились помнить о том, с чего начиналось их обучение, вхождение во взрослую жизнь, детскую взрослую жизнь. Потому что школа — это не подготовка к жизни, это сама жизнь. С иными требованиями, с иными правилами семьи. И, конечно, это серьезный рубеж жизни человека. То есть историческая справка школы, свод этих исторических справок, на наш взгляд, а представьте, что это будет 25 тысяч. Сегодня у нас порядка 1000 справок, тем более, из 70 регионов нашей страны. К сожалению, вашего региона пока нет, что очень печально. Я надеюсь, что мое выступление не окажется безрезультатным, и вы создадите свои уникальные, интересные исторические справки, пополните их энциклопедию. Тем более, еще раз подчеркиваю, что у нас проект бесплатный, никаких денег за размещение в рубриках мы не берем. То есть мы считаем, что есть ресурс, колоссальная историческая память, и о нем нужно знать. Его нужно помнить, о нем нужно знать не только вот внутри местного сообщества. Его результаты этой деятельности нужно представлять на всю Россию, на весь мир. Об этом как раз электронная энциклопедия сельских школ нашей страны. Второй момент, вторая задача, которую мы решаем, как помочь сегодня сельской школе. Не секрет, что по ряду причин сельская школа уходит. Она уходит не только у нас. У нас есть специальная рубрика «Сельская школа 21 века», и вы можете посмотреть, что такие вещи происходят и в Китае, и в Японии, и в других странах мира. Да, с разной интенсивностью, но они есть. То есть действительно есть сокращение во всем мире сельских поселений, это объективный процесс. Но как это притормозить, как это перенастроить? К сожалению, ни одна страна в мире не дала пока очень грамотных рецептов на эту тему, да? Мы здесь тоже ищем, пытаемся найти, что сегодня может развить сельскую школу, что может ее поддержать, какие ресурсы, какие возможности. И я вам откровенно скажу, мы их видим. Мы их видим в разных направлениях. Первое. Есть такой некоммерческий сектор. В последнее время в нашей стране он приобрел огромную популярность и распространение. Более того, есть государственная поддержка некоммерческого сектора, которая выливается в значительные финансовые средства. В частности, есть фонд президентских грантов. 2 года подряд примерно по 8 миллиардов рублей выделяется на различные в этот фонд, и в рамках конкурса эти средства разыгрываются. Не одного, а порядка даже 3 конкурсов. Сама сельская школа в них участвовать не может. Что мы предлагаем?
Там есть целая серия рубрик, если вы дойдете на фонд президентских грантов для НКО, вы увидите, что есть ряд тематик, просто которые говорят о сельской школе, в частности, темы поддержки малокомплектной сельской школы, сетевое взаимодействие образовательных организаций, поддержка учителей, переезжающих в село. Да? То есть такие рубрики, но, к сожалению, они не работают. Почему? Потому что вы чаще всего о них не знаете, а НКО вас не видит пока партнеров. Вот соединить вас с НКО сегодня очень важно. То есть НКО делает проект для ваших школ или для сети ваших образовательных организаций, района, муниципалитета, республики по разной тематике, да? И выставляет эти проекты на конкурс президентских грантов. Я не говорю, что обязательно будет победа, но если не участвовать, то, естественно, ничего не будет. В чем выгода НКО? НКО в рамках этого проекта получает тоже финансовые и материальные ресурсы для работы своей организации. Но основная часть средств в рамках гранта идет как раз на реализацию вот этого проекта. И в рамках этого проекта у вас может появиться или новая библиотека, или спортивная площадка, или вы проведете ряд каких-то мероприятий, или поддержите детей с проблемами по здоровью. Да? То есть направление самое разнообразное. Еще раз, коллеги, подчеркиваю, не поленитесь, зайдите, пожалуйста, на сайт фонда президентских грантов, посмотрите, там можно увидеть и как представлена ваша республика, как ваш регион, да, и как, по какие заявки выигрывали, какие не выигрывали, там все достаточно подробно можно посмотреть и понять. Но еще раз подчеркиваю, сами вы, как организация, туда заявку подать не можете. Может подать только некоммерческая организация. И есть еще ряд фондов, которые помогают НКО реализовывать различные проекты. В частности, фонд Потанина, который работает по культурным проектам, по музейным. Да? То же самое вы можете сделать там с НКО, ряд проектов преподавательных. Фонд Рыбакова – это замечательный фонд, который за последнее время развил огромную динамику и получил огромную популярность, который напрямую поддерживает не только НКО, но и сельские школы в рамках конкурса, лидерского конкурса топ-школы. Заходите на сайты этих организаций, то есть их достаточно много. В свое время наша организация, фонд Института воспитания строителей страны, которая ведет этот проект, выиграла грант «Общая дорога». Это создание механизма взаимодействия НКО и сельских школ. Мы считаем, что огромное ресурсное поле возможностей есть во взаимодействии некоммерческих организаций и сельских школ. Но еще раз подчеркиваю, вам важно встретиться и начать общую дорогу. Второй момент. Это не только грантов, кстати, касается взаимодействия с НКО. И секрет, что за последнее время у нас ужесточилась практика тем организациям, руководителям организаций, которые привлекают какие-то средства для реализации, улучшения жизни своих образовательных организаций, решения каких-либо вопросов. Но, к сожалению, когда этим занимается сама школа или даже с помощью родительских комитетов, это не всегда рассматривается правоохранительными органами лояльно. Потому что бывают определенные нарушения, на взгляд силовиков, бывают определенные проблемы. И поэтому многие сейчас школы практически прекратили эту деятельность, тем более надзорники, руководство говорит, да не связывайтесь с этим делом, лучше как-то вот без этого. Хотя мы понимаем, что ресурсов не хватает, но ресурсов не хватает не только у нас. В большинстве стран мира есть практика привлечения в образовательные организации дополнительных финансовых средств, от попечителей, в форме школьных эндаументов или иных форм. Да? Нам тоже нужно складывать такую практику. И у нас есть она юридически законная. Но, к сожалению, коллеги, мы не всегда ей умеем пользоваться. То есть НКО может для вас эти решать проблемы. То есть вы заключаете договор с НКО на реализацию, разработку, реализацию такого его проекта. Еще раз подчеркиваю, такой. Например, библиотека.
И в рамках этого проекта ИНКО привлекает средства на реализацию этого проекта. А вот в рамках этого проекта вы можете заменить там окна, установить эту мебель новую, да, или иные какие-то там, провести какие-то виды ремонта косметического или более сложного, да, закупить оборудование и прочее, прочее. Я просто вам привожу пример. Достаточно понятный, да, то есть. И здесь уже никто, кроме правоохранителей, не скажет, что эта практика незаконна. Она абсолютно законна, потому что НКО на основании законодательства может привлекать финансовые средства как и частных лиц, так и предприятий и организаций, да, для реализации различных проектов. Но надо смотреть, конечно, уставную деятельность НКО и выбирать те НКО, которые работают в сфере образования, культуры и прочее, прочее. Да? То есть у них тоже есть уставы, которые регистрируются в Минюстах. Но еще раз подчеркиваю, это важный инструмент работы. И туда можно отнести деньги. И как и ваш родитель, как и предприятие перечислить деньги, которые работают на вашей территории, так и бывший ваш ученик, выпускник. Вот сегодня он часто не имеет даже возможности, хочет помочь, а часто не имеет возможности, потому что многие из вас находятся в статусе казенных, да, организаций. Там вообще есть очень сложности с принятием благотворительных средств. Бюджетные организации тоже бухгалтера не очень охотно занимаются. Ну, для нас эта практика, для сельских организаций, она необычно чаще всего бывает. Чаще всего не бывает. Я не говорю вот лично вот о вашем регионе, может у вас все здесь замечательно и хорошо в этом плане, но я еще раз подчеркиваю, что наш проект реализуется по всей стране, и есть какие-то типовые вещи, которые характерны для нашей страны, для организации вопросов образования. То есть есть совершенно законная форма, позволяющая эти вопросы решать и этим заниматься. Почему вам нужно дружить с НКО? Второй ресурс, который, на наш взгляд, достаточно интересен и значительный, и вам его нужно несомненно развивать, это городские школы. Как городские школы вашего региона, так и городские школы и других регионов. Скажите, а зачем вы нужны городским школам? Ну, на самом деле, здесь, в регионе, может быть, так построена региональная система управления. На самом деле сейчас к этой теме взаимодействия, сетевое взаимодействие образовательных организаций есть определенный интерес, есть поддержка со стороны федералов, а в ряде регионов эта поддержка реализуется. Почему это очень важно? Ну, не секрет, что сельская школа испытывает, конечно, проблемы с кадрами. Я вас на встрече с директорами сейчас задаю вопрос. Коллеги, а вы знаете, что есть закон о дистанционном устройстве на работе? Но, к сожалению, в большинстве регионов большинство руководителей что-то слышали, но никогда им не пользуются. То есть, на самом деле, здесь есть поле достаточно неплохое, когда вы можете устроить, юридически позволяющее устроить человека, который живет в Сыктывкаре, но даже не приезжая к вам, будет работать, если вам позволяет возможность организации учебного процесса, с вашими школьниками дистанционно. Да, конечно, это необычная такая форма. Я вот в Москве был, в московской школе, я разговаривал с ребятами, говорю, как вы считаете, может ли педагог, находясь в Москве, вести уроки в сельской школе? Сначала они зарубили эту идею, ну, исходя из такого момента, что дисциплины соблюсти будет сложно и прочее, прочее. Да? Она как бы сказала, что в этот момент в классе находится другой учитель, да? Если там, допустим, объединили 2-3 класса, и с ними ведут какое-то совместное мероприятие. Но, когда вот мы проговорили с ребятами с московской школы, то есть они, в принципе, согласились, что такие вещи возможны, и им даже было бы интересно в этом поучаствовать. Вот эти форматы совместных учебных мероприятий между школьниками разных регионов нашей страны, да, городскими и сельскими, несомненно, с развитием технических средств связи они будут получать все больше и больше развития. Поэтому мы должны к ним внутренне начать готовиться. Что взаимодействие с городской школой, это завтра будет уже устоявшийся факт. Но какие формы она приобретет? Здесь очень важно понять выгоды и городской школы,
и сельской. Но городской школы, может быть, не навсегда не видны напрямую, в материальном плане. Да? Здесь важны другие воспитательные практики, сравнения, иные формы взаимодействия. Да? То есть, потому что на самом деле образование – это вещь, которая очень-очень многогранна. Объяснять достаточно, вам это понятно. Но мы часто очень консервативны и в силу традиций придерживаемся определенных вещей. Но жизнь, она стирает грани, особенно в техническом плане, и по многим вещам не спрашивает, как это будет происходить. Оно просто происходит, да, как пошел интернет в нашу жизнь. Да, он никого не спрашивает, он просто пошел. И мы сейчас им пользуемся, ругаем иногда, говорим, что он оттягивает детей там, от реальной жизни. Но часто реальная жизнь, это тоже реальная жизнь, одна из форм реальной жизни. Поэтому надо научиться ее использовать. Да? Второй момент. Где могут быть еще пересечения сельской и городской школы? Это туризм. У нас стоят по стране готовые здания, часто не совсем заполненные, эксплуатируются не полностью, которые с точки зрения санитарных и гигиенических норм подходят по всем правилам, потому что вы обучаете детей, да? Там есть и столовые, есть в большинстве туалетов, да, есть, конечно, школы, в которых нет туалетов, но это не все касается. Да, проблема такая есть, но государство ее сейчас решает. Так вот, здания есть, но мы не построили на этой базе сеть образовательного событийного туризма. На самом деле здесь огромное поле, когда бы школьники городские приезжали бы не только летом, не только на каникулы в осенние, зимние, весенние, а могли бы приезжать и в учебное время, да, проводить совместные мероприятия, и в другие. И главное, во время лета, то есть, и не бесплатно, еще раз подчеркну. То есть здесь они должны где-то ночевать. Мы, конечно, предлагаем простые варианты. Вот, на наш взгляд, просто матрас надуманный на полу, там группа 10-15 человек, это нормально. То есть палатки можно спать на полу, в здании школы, к сожалению, пока наш надзор не дает. Надо эту тему решать. Тем более, вспомните, в 70-80-е годы в Советском Союзе эта практика процветала. Другой вопрос, что она не давала в школе сельской каких-то материальных достатков. Но сегодня это времена немножко рыночные. И поэтому мы считаем, дети, которые сюда приедут, они должны заплатить. Кто заплатит? Родители, государство, какие-то благотворительные организации, предприятия. То есть формы могут быть оплаты самые различные. Понятно, что если это форма недорогого отдыха, событийного, образовательного, он действительно будет недорогий, потому что если его грамотно сконструировать, то он будет гораздо дешевле, чем зимних лагерях, которых у нас, кстати, очень и очень мало. Ну, в силу того, что у нас все-таки достаточно недешевое содержание, да, то есть ввиду определенных климатических условий. А еще раз хочу, вот эти готовые здания, которые коммунально обслуживаются, тут часто стоят пустые. И еще очень важный момент. Детский туризм – это туризм, который не сопряжен с рисками взрослой жизни, да, то есть мы стараемся уберечь. А, к сожалению, любая коммерческая база, санаторий, предприятия, да, то есть все-таки есть формы и связанные с алкоголем, продажей напитков алкогольных, изделий табакокурения, да? А здесь это не надо этим заниматься. То есть эта территория заранее ограждена всего этого. То есть мы не случайно вот эту тему сейчас активно на всех уровнях власти говорим. Не надо сейчас строить кучу лагерей, вот они готовы иметь. И тем самым здесь усилится сама сельская школа, потому что она получит определенные деньги там, от пребывания 50-70 детей, да, лето, допустим, отдохнули на 200 там, в течение лета, да, то есть это определенные, ну, достаточно плохие деньги. Еще раз подчеркну, питание и прочее. Еще один момент. Мы говорим много об агрошколах. Но агрошкола у нас, к сожалению, чаще всего на бумаге.
Есть единственный регион в России, это Якутия, где есть закон об агрошколе. У нас пока, к сожалению, вот агрошколы производят продукцию, но сбыт ее производит часто таким своеобразным способом, скажем так. Потому что я знаю практику во многих регионах, как это происходит. Да. В Советском Союзе агрошколы были, так что сельские школы чаще всего были под крышей колхоза или совхоза. Да? То есть и совхоз или колхоз помогал здесь в этом направлении. Но они обрабатывали совхозные и колхозные поля и получали часто от совхоза или колхоза какие-то материальные, финансовые преимущества, путевки и прочее. Сейчас эта система чаще всего умерла. Да? Но вырастить продукцию для самого себя школа часто может. Но вырастили, надо ее проверить на соответствие, провести необходимые анализы, потому что в рамках реализации продукции школа становится обычным предприятием. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. И мы считаем, что в плане реализации продукции школу можно приравнять хотя бы на первых порах к РПХ, лично-потомному хозяйству, где не нужна сертификация продукции. Второй момент. Школа, которая хочет этим делом заниматься, может ли вырастить продукцию для городской школы? Да, в каком количестве может. Я не говорю, что всю линейку продукции, но определенные виды продукции она могла бы это делать. Или для родителей учащихся, которые городская школа, сельская школа предлагает, мы готовы вырастить там 5 тонн, 10 тонн лука, да? И родители, и учителя в рамках, допустим, ярмарки в сентябре, в октябре все это дело купят. А городская школа готовит красивые пакеты дизайнерские, да, которые будет эта продукция расфасована. Так, уважаемые коллеги, я думаю, много интересных идей мы услышали. Да? Видеозапись в полном объеме мы разместим на нашем сайте. Вы сможете дослушать до конца. И я думаю, что многие из вас в итоге присоединятся к проекту «Сельские школы России и РФ» и примут в нем свое участие. А у нас с вами остался последний вопрос по поводу возможности участия в республиканских конкурсах для сельских школ. Вот здесь на слайде представлена статистика по конкурсу, который в прошлом году впервые у нас прошел, «Лучшая сельская школа». Мы видим, что участниками проекта стали чуть менее половины муниципалитетов, 9 муниципальных образований, к сожалению, 11 муниципалитетов участия не принимали. Ну, некоторые, конечно, по объективным причинам, поскольку там просто нет сельских школ. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы у участников этого конкурса было больше. Республиканский конкурс «Лучшая сельская школа» в 2019 году. Татьяна Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Какие инновации? Уважаемые коллеги, два слова. Подводим уже, да? Значит, остается совсем немного времени до окончания срока приема заявок на конкурс «Лучшая сельская школа». 16 мая по приказу мы завершаем прием заявок. Если на то будет необходимость, конечно, может быть, да, мы предполагаем, что срок продлится, но пока ориентируемся на это время. Очень много звонков, работ пока немного, поэтому считаю важным актуализировать эту информацию именно для вас. В прошлогоднее положение было внесено несколько изменений. Важное изменение, микрофон, да? Важное изменение это то, что по сравнению с предыдущим годом участниками этого года, 2019 года, не могут быть поселки городского типа. Что хочу сказать. Был проведен, хочу показать, каким образом мы подаем заявки. Все заявки в основном через Центр развития общего образования и социализации воспитания личности идут большинство конкурсов, проводимых Институтом развития образования. Все сельские школы имеют возможность полноценно принимать участие во всех конкурсах.
которые проводит институт. Но вот эти два конкурса ориентированы конкретно, специально, отдельно на сельские школы. Я хочу показать, хочу актуализировать еще раз раздел сайта института, на котором подаются ныне все заявки на все конкурсы, профессиональные конкурсы, которые проводит институт. Это происходит ныне на сайте профессиональных конкурсов. Можно выйти на него с сайта института. Профессиональные конкурсы. В поисковике ищем свой конкурс «Лучшая сельская школа». Находим. Здесь расположены все необходимые документы, включая приказы, положения, списки жюри, оргкомитета, контактные данные организаторов и форма заявки. Форму заявки мы подаем в электронном виде и прикрепляем необходимые файлы. Подаем заявку. В конце прикрепляем файлы. Можно прикреплять как файлы архивами, например, да? Можно прикреплять ссылки на облачные документы. Это все уже всем понятно. Что необходимо знать? Здесь же есть контактные данные организаторов, которым можно звонить. Звонков поступает много, но хочу актуализировать еще раз информацию. 286 011, добавочный 331, и Финала Сергеевна курирует данный конкурс. В любое время, рабочее время звоним, интересуемся. Потому что вопросов очень много по поводу, например, кем должен быть утвержден титульный лист работы. Каким образом он оформляется? Понятно, что все требования указаны в положении, вопросов возникает много. Вопросы возникают в том числе и по поводу того, кем направляется работа. То есть здесь, в соответствии с положением, работа должна направляться на конкурс коллегиальным органам управления образовательной организации. Что это может быть? Это может быть управляющий совет образовательной организации. Он может называться также по-другому, то есть не обязательно это управляющий совет. Вот такие моменты можно звонить и уточнять. Кроме того, ныне в практике сопровождения конкурсов мы проводим вебинары, установочные вебинары для каждого конкурса. Они все находятся в открытом доступе на сайте Института развития образования в разделе «Видеозал». Я покажу. Видеозал. Вебинары. Вот, пожалуйста, сегодня прошел вебинар конкурса «Лучшая программа организации отдыха и физического оздоровления». Ищем вебинар по по вопросам конкурса проведения «Лучшая сельская школа». Полностью все условия участия, а также разбор, что нас интересует, да, критериев оценки здесь в данном вебинаре озвучен. То есть, что подразумевается, да, под, например, каким критериям отбора, как удовлетворенность обучающихся их родителей, что можно туда прикреплять в качестве подтверждающих документов, использование потенциала системы доп. Образования и так далее. То есть каждый критерий был рассмотрен подробно и даны разъяснения по тому, каким образом можно этот критерий представить. Вот, если коротко.
По второму конкурсу Можно дальше. Могут ли принимать участие? В положении ничего не сказано. Призеры прошлого года. По-моему, этот момент есть. Призеры прошлого года вы имеете в виду второе и третье место? Да? Потому что первое место у нас в жюри. Победитель точно не может. Второе и третье место, я так по логике предполагаю, что если этого не указано, да, я так просто не вспомню, да, то значит разрешено. Дорабатывайте свою работу, чтобы быть первым. С изменением, потому что есть в критериальном критериях есть изменения. Да. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот очень хорошо, конечно, что есть такой конкурс «Лучшая сельская школа». Но очень бы хотелось узнать, у нас вообще планируется, например, республиканский конкурс «Лучшая поселковая школа». Потому что мы вообще не знаем, куда мы относимся. Город В прошлом году вы могли принимать участие в этом конкурсе, и, честно говоря, готовя проект положения, мы не исключали именно поселки городского типа, и это было решение уже министерства. Я этот вопрос принимаю и буду выяснять. Хорошо. Спасибо. По второму конкурсу очень коротко хочу сказать, что приказ нами получен сегодня и завтра он дойдет до вас. И конкурс топ-10 лучших сельских школ не имеет значительных изменений, принципиальных изменений, поэтому как в прошлом году готовим соответствующий один документ, да, по типу портфолио школы, утверждающий документами. Спасибо. Также вебинар проведем. Вот здесь как раз ничего об этом не сказано. Да, да. Поэтому вебинар проведем в разделе «Видеозал». Пожалуйста, смотрите разъяснения. Спасибо. Уважаемые коллеги, я думаю, что ваши вопросы ляжут в решение нашего международного семинара, в предложения, да, которые мы направим в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Уважаемые коллеги, всех директоров, руководителей образовательных организаций, заместителей ждем на проектную сессию 218 аудитории. Кто-то может остаться здесь. 218 к нему только что были перед этим. Да? Сейчас уже начинаем. Да, сейчас уже начинаем. Да.
А вы не начинаете или как? Просто приветствую и начинаете. А вы не видите, что ли? А вы не Так, уважаемые коллеги, продолжаем наш семинар. И сегодня тема нашей сегодняшней встречи очень интересная, посвящена вопросу, чему не учат в школе, ключевые навыки и компетенции. И проводит Люк. Пожалуйста, он будет вести семинар. Так. Пожалуйста, тогда начинайте. Ну, прежде всего, мы бы хотели сказать, что мы не хотим это делать как лекция, потому что уже было достаточно, я вот разговаривал с несколькими участниками семинара, и женщина даже использовала такой термин, что говорит, голова скоро все взорвется. Вот. Давайте просто это построим как вот круглый стол, какую-то дискуссию и так далее. Потому что в программе сказано универсальные знания. Универсальные знания вообще Билл Эджингтон, если вы слушали его выступление, он на самом деле достаточно подробно объяснил вот эти вот soft skills, помните, да, он говорит, и hard skills. В принципе, вот если мы возьмем soft skills, это как раз и есть универсальные знания. То есть работа в команде, скажем там, умение владеть своими эмоциями и прочее. Мы предлагаем, вот мы с Люком говорили, он достаточно такой интересный педагог, он работал в Вьетнаме с учителями, то есть он может сравнить американскую школу, школу в Азии. Я преподавал в Китае 5 раз. 5 раз, просто видите, например, от нашего университета. Вот. И также, наверное, знаете, что я работал в школе в России здесь, в те времена, когда еще динозавры ходили там по земле. Даже вкус помню, как курица. Вот. И в США. Поэтому мы хотим предложить следующее. Давайте просто пообщаемся. Давайте пообщаемся. И прежде всего я бы хотел задать вам такой вопрос. Вот, говоря об универсальных знаниях, то есть, ну, возможно, они все будут как бы едины для нас, для всех. Давайте мы поставим вопрос и его обсудим. А вопрос вот такой вот. Можете ли вы выделить, например, 1, 2, лучше 3 реальных трудностей, которые есть в вашей школе? Вот если бы их убрать, решить вот эти, да, задачи, то тогда бы семинары такие уж не нужны, и все бы так покатилось как по маслу. Как вот вы смотрите на такой план? Я перейду или еще? Вы пока подумайте. Если это доктор Эджингтон говорит, and they already have enough lectures. Okay. I even talked to one participant and she said that right. And we would like to suggest discussion. They already have some experience working in Vietnam, Russia. Past time when Bangladesh but when I in China, United States, they have experience in their as well. What if we just discuss
want to create challenges with the heritage schools and yes, eliminate these challenges. And hopefully everything will go very nice. Ну как, вы готовы? Да. Готовы, отлично. У нас, кстати, еще идея созрела. Значит, у нас есть несколько таких маленьких сувениров из нашего университета. Если вы будете активно участвовать в этой дискуссии, то мы их будем раздавать. Да, если вы начнете, я вам даже на выбор буду давать. Вот. Можно сказать? Можно? Who is going to translate? Are you going to... Вы переводите? Или вы хотите, чтобы я переводил? Как вам лучше, чтобы вы слушали, или кто-то переводил, чтобы параллельно. Ну хорошо. Давайте параллельно. А мне как туда встать? Да. Да, конечно. А еще лучше возьмите микрофон, потому что на задних рядах совершенно не слышно, о чем мы тут говорим. Да. Микрофон? Меня это слышно будет. Я буду так будете говорить, да? Да. А вот так. Да, включил. Включил? Может быть, другой надо? Саша, выключи проектор, чтобы в глаза не светил. Не слышно сзади? Да, можно это выключить, потому что... А то вам все время Слышно сзади, да? Да. Хорошо слышно? Отлично. Я вам даю. А, меня и так хорошо будет слышно. Значит, вы учитель. Вопрос, трудность, который касается вот именно наших республиканских сельских школ, в отсутствии учителя и в отсутствии интернета. Что делать? Как преподавать предмет, когда нет ни учителя в школе, ни интернета? Вот у нас есть такие школы. Как преподавать предмет? Нет кадров, не хватает кадров. Ну, в принципе, нет. Вот реальная конкретная проблема. Как учить иностранный А без разницы, математика, иностранный язык, физика. Но чаще всего нет учителей иностранного Нет учителя и нет интернета. И нет интернета. Что делать? А школа находится в 100 километрах от Сыктывкара, 200 километров от Сыктывкара, еще и далеко, когда вот сейчас, например, нет дороги. Только на лодке. И на лодке не двигаю сейчас, вообще связи нет. Видите коллекцию фильмов, не смотрите фильмы. А как это? Просто фильмы смотрите. Есть же в интернете очень пятый год. Да, я говорю, дети учатся по А они что, вообще ни одного учителя нет, да? Ну нет. Вообще ни одного учителя. Но другие учителя есть. Другие есть, но вы понимаете, английский не может понимать. Я что Давайте, говорю, что не хватает кадров. давайте я попробую сейчас спросить его. Да. That's a parents' books and have electricity. А если у вас электричество? Есть. Телевидение? Тоже есть. DVD players? Проигрыватель DVD? Есть. Okay. So then that's your teacher. Тогда это ваш учитель. Точно вот что сказала Надежда Викторовна. Значит, на самом деле это да. Я вообще, знаете, что посоветовала? Да. Я прослышала такой кейс. У нас нет в школе интернета, коллеги, но у нас есть мобильная связь. И мобильный интернет у многих, ну я не знаю, в разных территориях, но мобильный интернет точно есть. Его можно также использовать для образовательного процесса. Но это когда есть действительно, можно использовать коннект, когда это самое действительно коннектное. Мы говорим какие-то другие проблемы. Зачем мы это делаем? Не, ну почему? Мы сейчас обсуждаем У нас какую-то... звучит семинар, этому не учат в школе, универсальные навыки. Да. Давайте о проблемах, которые должны у нас быть формироваться.
Как раз нет, они глобальная проблема. Да? Нет, мы сейчас решаем, мы сейчас решаем интересную задачу. Подождите, я сейчас вам скажу, вот на самом деле я понял, что вы имеете в виду. Универсальный навык, да? То есть это как раз навык решать проблемы. Проблема может быть любая. Вот проблема была озвучена. Понимаете, их проблема озвучена. Где-то другая. Не, а мы сейчас про уроки вам говорим. Мы сейчас подходим к нему. К уроку. Значит, вот смотрите, они не сговаривались, да, и Надежда Викторовна, она зашла, она быстро поймала тему, и она предложила вариант. Люк не знает русского языка, насколько я знаю. Вот. И он поэтому не мог понять то, что сказала Надежда Викторовна, она сказала по-русски, да? Правильно? Но он предложил то же самое. Теперь я вам скажу, например, универсальное знание, я думаю, не учат в школе. В школе не учат, как решать проблемы. Не учат, как решить проблемы. Ну как? Ну учат, как решить, например, задачу по математике. Но для этого, перед этим даются какие-то определенные, так сказать, шаги, показываются, пример дается и так далее. А вот здесь действительно проблема. Есть дети, есть необходимость учить их английскому языку, например, или какому-то такому предмету. Учителя нет, и быть, может быть, недолго не будет. Вот. Плюс нету интернета. Вот. Появились 2-3 варианта решения задачи, решения проблем. Вот. Первый вариант использовать видео. Я вам скажу на своем примере. Когда я пытался улучшить свой английский язык, то я смотрел кино с субтитрами. Английское кино. Вот. И я выбирал кино, которое мне нравится. Ну, или которые знаешь. Да, или которые знаю. И я их все смотрел 2-3 раза с субтитрами, и по субтитрам пытался понимать, о чем идет речь. А потом субтитры выключаются. Понимаете, да? И это же кино смотрится вновь. И уже начинаешь понимать и повторять чего-то. Но это один из примеров. Но когда они посмотрят фильм, например, или если есть телевидение, да, я не знаю, там программы, наверное, не подключить такие, чтобы можно было, скажем, там на английском языке английскую какую-то передачу. Ну, в любом случае. И ничего не включить. Значит, тогда фильм. Значит, фильм. Давайте так. Ну, смотрите, давайте решать. Как вы считаете, что можно сделать? Вот ваше мнение, что можно сделать? Вы сказали, что нет интернета, дистанционный центр. Мы это знаем. Например, я с малокомплектной школы, как Кировского района, сейчас получается подготовку к ОБЭДу. Да вы в отжиму Ну, на самом деле, тоже мысль. Вот смотрите, тоже мысль. Значит, если мы возьмем телефон и используем hotspot, hotspot тоже, это же слово используется, да? Используем hotspot. Я, например, это и делаю. Сейчас, вот, чтобы мне на компьютере что-то делать, я с телефона, а это русский МТС там у меня вот. Я купил симку, да? И оно хорошо работает. То есть на самом деле идея-то ведь очень неплохая. То есть можно это сделать. По английскому языку я вам дам пример. Мы работали с детьми из Армении, я, по-моему, уже говорил. И наши студенты, которые будущие учителя в Хьюстоне, в Хансвилле, ну, это север Хьюстона, значит, я в своем курсе сделал такое задание для них, чтобы они по скайпу или по фейсбуку, ну неважно, FaceTime, они связывались в определенное время с детьми из Армении, и как будто они учителя. Они должны были разработать план конспекта урока, и с учетом этого плана конспекта урока они должны провести занятия индивидуально, онлайн. Предположим, в классе 25 студентов, в моем классе. 25 детей в вашем классе. Один на один они могут работать. Но здесь потребуется организационные умения. Вот те soft skills, о которых говорил Билл. То есть умение решить задачу, решить проблему. И второе – это организационное умение. Суметь это организовать и суметь это скорректировать. Потому что, например, были трудности какие? Студенты говорят, Армения 9 часов разницы. Эти дети в 4 часа должны уехать домой на автобусах, они живут в отдаленных горных селениях. Они не могут пропустить автобус.
Хорошо, значит, они с 3 до полчетвертого хотя бы могут общаться, да? Могут. 3 часа в Армении, 9 часов разница, значит, меньше. 15 минус 9, это что получается? 6 утра. 6 утра. В 8 утра начинаются занятия у студента, у нашего студента. Ну, в смысле, уже лекционные, в аудитории. Значит, смотрите, они начинают пищать. Вот мы должны там в 5 часов встать, там нам надо накраситься, вот, подготовиться, там в 6 часов мы нервничаем и туда-сюда. Но постепенно они, им точно не держат учителя, то есть те же проблемы возникают потом, это универсальное знание. Вот, вернее, умение. И получилось, и потом пошло, и потом они, знаете, что стали делать? Они не просто стали писать план-конспект, они начали делать просто общение. А что вы кушаете там у себя в Армении? А мы кушаем вот это. А как праздники проходят? И так далее, и так далее. Да. И вышли даже вплоть до того, что как они росли, какие у них были не вера, а во что они верили, когда дети были, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть вот смотрите, кажется, что это что-то нереальное, да? А если попробовать? То есть начать с видео, да. Но, безусловно, должен быть, опять же, какой-то человек, кто бы этим занимался. Мы тут говорим об альтруизме. Но мы не говорим об альтруизме. Возьми телефон, позвоните родителям, как на основании чего звоните с нашего телефона. Родители скажут так. Ну, понимаете, вот вы совершенно не правы. Мне кажется, если такая проблема есть, я бы что первое сделала, спросила детей. Вот они найдут способ. Вот сейчас вот мне пришла есть такая платформа Global Lab. Она организует международные проекты по любым темам, которые инициированы учениками. И если вы будете говорить, да, у нас нет урока английского языка, что делать? А вы им просто один раз, когда там интернет чуть-чуть появился, покажите это Global Lab, они найдут возможность участвовать в этом проекте. Если вы им скажете, что если вы мне отчет на проект, по проекту сделаете на английском, я вам оставлю письмо. Поверьте, дети гораздо более изобретательны. Я видела детей, которые английский учили по играм. То есть они играют в наши игры, отстой, как они считают. А на английском языке это гораздо интереснее. Это говорит так, но мы же должны какую-то рабочую программу составить. И эту программу реализовать. Кто скажет, положить реализовать? А кто вас проверит, что вы там делаете? Давайте. Вы не можете, это очень директор школы будущего Калининграда. У них тоже есть проблемы в занятиях школ. Вот он там, иногда у него есть видеоролики, он подробно рассказывает, как защититься от проверок и как нормально действовать. Нет, смотрите, это можно сделать немножко по-другому. Послушаем Люка. Давайте послушаем Люка. Что скажет Люк? Давайте послушаем. И нашу фантазию. Okay. Нет, это не фантазия. He asked me to share an example of distance learning that's popular. There are many apps on phones. Да, конечно. Он попросил, Андрей попросил меня рассказать о своем опыте. Да, ну вот. Он его попросил рассказать о своем опыте преподавания и о опыте его друзей, которые преподают с помощью мобильных телефонов. Right. And so you download these apps, you sign up, and you can take English lessons on your phone. There's a tutor that will call you, or you can use a program, and you will learn English on your phone directly with an English teacher. И работает это следующим образом. Репетитор и его ученик скачивают на свои телефоны по программе, по необходимому, по приложению, и этот тьютер, этот гид, репетитор дает ему задание и занимается вместе с ним в режиме онлайн. Okay. And I would just say that it is incredibly popular in China. Это очень популярно в Китае, очень широко используется в Китае. Yeah, and there's probably hundreds of thousands of students that do this. И сотни тысяч студентов пользуются таким методом обучения различным предметам. Yeah, so an example of the application, the name of the application, maybe if you know off the top of your head. off the top of my head, I can search on my phone and give you an answer. Okay. Maybe later. Okay. Okay, later. And they hire lots of tutors. So you can probably
Значит, вы сказали, что телефон это проблематично, потому что родители будут против. Я прав? Не у всех детей свой собственный телефон мобильный. Коллеги, мы проводили исследование, извините, что я все время вмешиваюсь. У нас есть репрезентативное для России исследование. И там есть, мы опрашиваем родителей, есть родители с очень низкобедной, скажем. И мы нашли такую закономерность. Количество лэптопов или там сотовый, то есть сотовый телефон, наличие смартфона, да, может быть компьютера или там планшета, не зависит от материальных возможностей семьи. Очень часто дети, даже из очень бедных семей, имеют хороший смартфон. Их можно использовать совершенно. Но на самом деле это права, Надежда Викторовна, вот у нас тоже есть исследование, ну не исследование даже, это известная информация в африканских странах, там, где нету даже хорошего жилья, вот это пальмовая крыша и так далее, у них стоят зарядные такие столбики в деревеньках, в африканских. Вот. И воды нету, очень бедность большая. И к этим столбикам они бегают, да, и телефон за $20-40, какие-то они там покупают, есть, они бегают, заряжают, и они могут это делать. Насчет родителей, вот, вы понимаете, давайте подойдем к этому вопросу следующим образом. Нет, вы говорите, что это нереально. Давайте Нет, это все реально, это просто мы говорим, что не всегда это будет встречаться на ура, родители, скажем так. Безусловно, может быть и нет. Но давайте так. Вот помните, говорил Билл такую вещь. Значит, два человека. Один рассматривает стакан полупустой, другой рассматривает полуполный. Если мы хотим решить задачу, мы хотим ее решить, да? Можно собраться с людьми, поговорить. Будете? Хотите поучаствовать? Значит, насколько я знаю, вот интернет, вот опять же на примере, $10, ну сколько это, 650 рублей. 650 рублей в месяц, безлимитный интернет. 500 минут звонить и 500 текст-месседж. Но безлимитный интернет, $10, 650 рублей. Я не знаю, сколько учеников в школе. Но если взять и сказать, вы хотите, чтобы ваши дети Кто хочет, они, конечно, занимались? Давайте какой-то вопрос. Что вы мне предлагаете? Если рассматривать на уроках проблему, то это разные уровни подготовленности детей к изучению темы. Как физические разные уровни, интеллектуальные, да? Так и просто проделывать знания. Пожалуйста. For example, some kids are teaching some of them special education children, some of them just advanced placement. Значит, тогда давайте так, я вам расскажу из опыта американской школы. Значит, вы хотели лучше, чтобы я сказал? Он сказал, я его спросил, он сказал, что у меня нет опыта работы с детьми, которые требуют особых, как это Мы не говорим про особые. Такие, окей. Разные, different, they want Может быть, сформулировать низкая мотивация и высокая мотивация? So for motivation, I've found that you have to find what they like to do outside of school first. Что касается мотивации, я считаю, что учителю необходимо найти, чем занять детей вне школы. Ну. Он сказал так, надо найти, что любят делать дети вне школы. Ну да. Okay. And then once you have the context or the subject that they are interested in, I like to group students together where strong students help the weaker students. Да, и, в общем, как только вы найдете эту область интересов, вы можете объединить их на этой базе. И по такому принципу, что более сильные ученики будут помогать более слабым. So, for example, peer correction. I have a lot of students help correct each other. It helps the teacher because you don't have to spend so much time grading, and students can learn from each other. Так, допустим, работает взаимопроверка.
И это помогает также учителю, потому что он не тратит столько времени на контроль учеников, а в этом ему помогают более сильные его ученики. Да. Здесь при этом возникает проблема. Для того, чтобы сильные помогали слабым, нужно сначала научить сильных. So the problem is that not always strong people exist. So firstly, strong people should be educated. Okay, so everyone has trouble? Okay, do you have an opinion? Do you have an opinion about this question? Речь идет не о том, Нет, давайте не будем ругаться. Да, нет, абсолютно точно. Четкий план, что нужно, что нельзя с трехсторонним контролем. Личной администрации никто не составляет это. А мы не жалуемся, мы просто уточняем. Давайте сейчас это сложно. Давайте смотрите так. Вот он сказал, что у него, вы послушали, да, что у него не стоит проблема обучать ученика более сильного, что вот так это делает со слабым. А он имел в виду, что проблема это группировать учеников. И тогда они сами, сильные сами захотят немножко помогать. Ну, естественно, задачу поставить. Еще тогда проблема уточнения вопроса, с каким возрастом работает плюс. Да, потому что если работать с малышами, то это не всегда Он работал со всеми возрастами, как с детьми из садика, так и с людьми, которым уже 75 лет. 70 лет. И вы хотели, чтобы он рассказал про маленьких? Нет, я не хочу про маленьких. Вы рассказываете. Это получается у меня в одни ворота. Нет, ну давайте так. У меня такое ощущение, что вы несколько как бы... Нет, я и хочу... Давайте поменяем трудность. Дети, я не хочу с вами спорить, просто получается, как будто я как-то не хотела. Значит, я считаю так, что вот то, что нас не могут научить в школе, это решить проблему. Проблему можно решать или можно критиковать и говорить, это нереально, это невозможно, отстаньте, тут будет плохо, там будет плохо. Если попробовать начать, и если поставить задачу, то проблема решается. Нету нерешаемых проблем. Нету. Понимаете? Только нужно время и определенные силы. И тогда появляться будут и средства, и какие-то другие, так сказать, пути. Вот на мой взгляд, таким образом. Вот мы обсудили сейчас всем миром, да, что можно попробовать, правда? Есть директор в школе? Директор в школе есть? Можно прийти к директору и сказать, у нас нет учителя английского языка. Вот есть предложение закупить там или переписать, скопировать пиратским образом, я не знаю как, вот эти вот фильмы или там передачи какие-то о природе, там, в мире животных, не важно что, на английском языке. Дать им возможность посмотреть фильм и написать на английском языке или на русском языке, что они видели в этом фильме, как это в этом фильме на них повлияло и так далее, и так далее. Какую-то составить. Можно план урока, конспект урока сделать? Я считаю, что можно прекрасно сделать. Просто определенное содержание. Содержание это можно, вы понимаете, содержание оно подойдет. Оно подойдет. Нет, по-другому, дайте мне тему. Из вашего содержания, если вы помните. Любую тему. Любая учитель. Нет, ну любая тема, семья и школа, моя семья, вот тема. Тема «Моя семья», значит, можно найти какой-то видеоматериал про «Моя семья». Конечно, можно, но ведь детей надо научить грамматическому материалу, там, грамматика, там. Может, вот нет и русского языка, что ли, учителя?
роль учителя русского языка есть, но учителя английского нет. Как он сможет обучить грамматике английского, учителя русского языка? Не знающий. Не знающий вообще. Значит, тогда я бы обратился в университет, вот в ваш университет, и попросил бы вот таких ребят послать на практику. Мы это делаем, но не хотят туда ехать. А ну, за них же платит государство. Ну и что? Ну, значит, хотят, не хотят, ну, поехали. Хорошо. Вы-то как видите, какое решение? А никакое. Вот мы мучаемся, 5-й год у нас в этой школе нет иностранного языка. Контроль, надзор приезжает и пишут нам дискретные В Пермском крае есть проект, когда городским учителям купили автомашину и ездят по сельским школам. Мобильный учитель. У нас уже такая идея есть, но здесь проблема в том, что у нас территория Республики Коми, она не для мобильного учителя, потому что это нужно ехать на поезде, либо лететь на самолете, либо на вертолете. У нас есть школы, которые в тундре на 200 километров вообще от других населенных пунктов находятся. А у вас нефтяники есть в тундре? А? Нефтяники есть? А вот у нефтяников железобетонно хороший интернет. Но там как раз интернет нет проблем. Мы определились с этим универсальным навыком, это умение принимать, да, чтобы решать проблемы. Быть готовым к решению. Давайте читательский коммуникатив. Это первое. Второе, какое у нас есть? Главное умение универсальное для учителя. Для учителя? Конечно, Какой Oh, so we're moving on to new topic. Okay, well, how about we ask them a question about what they Okay, so I would like to get your opinion on what you think about critical thought and self-reflection for teachers. Я бы хотел узнать ваше мнение на такую тему критическое мышление и самоанализ и рефлексия учителей. Ваше мнение, что вы об этом думаете? А что вы имели в виду под мнением? Это универсальные действия, которые нужны любому человеку. Естественно, учителю тоже. Естественно, учитель, владея этим сам, должен научить этому ребенка. Что тут еще говорить? Чаще всего Какое мнение? не владеет, поэтому не может научить ребенка. Да, вот чаще всего как раз учитель вынужден учить тому, чего сам не умеет. Самое сложное это проанализировать свой урок, проанализировать свой Учитель не умеет это делать. Мы не можем сказать, что вообще не умеет, и все не умеют. Нет, конечно, да. А если вы попросите, например, научить анализировать урок, вот тех же представителей института, возьмете сами поставите вот камеру у себя в классе, себя посмотрите. Вы не знаете, как это сделать? Нет, это знаем. Я просто пытаюсь выяснить, какое мнение хочет услышать. Что подразумевается под мнением, что хотите услышать. Okay, yeah, for self-reflection and critical thought. Yeah, so I think it's a skill. It needs to be trained. It needs to be practiced every day. And most importantly, there are baby steps. Вот, например, он считает, что это такой навык, которым нужно заниматься каждый день, его нужно практиковать, и ему нужно уделять внимание, и постепенно он формируется у учителей. Хорошо, как Люка это делает сам? С критическим мышлением, как? Вот со всем остальным понятно. Критическое мышление. Как формируется у учителя? Specifically. So, how do you do this? Or how would you do it? Sure. So ideally, or first, I would recommend writing. So if you have time after you teach, after a lesson, you can write down what I did well, what can I improve. Первая вещь, которую он бы порекомендовал, это писать самому себе, что я сделал хорошо, что я сделал плохо во время уроков. И если у вас есть время и силы на это. Okay, and then you can take these writings and you can exchange them with one of your trusted coworkers
and share your information with them and have them comment and share their experience. Вы можете привлечь для этого своих же коллег, обменяться такими письмами и прокомментировать работу своего коллеги. Кому вы доверяете, коллега, которому вы доверяете, в своем хорошем отношении, дадите и скажите, что ты думаешь об этом. Ну, это так называемое супервизорство. Приглашаем, будут оценивать. Ну почему? Это просто обмен мнениями, выслушивание мнения коллеги, которому вы верите. Коллеги другой опыт, коллеги другое мнение, может быть, другой профессиональный компетентность. Это очень хорошо. Это называется другой взгляд, другая точка зрения. Это очень нормально. Вы можете остаться при своем мнении, вам никто не говорит, возьми мнение коллеги. Вот он мне сказал так, значит я буду его слушать. Как это будет формировать критическое мышление? Свое критическое мышление. Well, because it becomes a habit, and once it's a habit, then you're going to do it without trying, and that's what matters the most for critical thought. Так как это регулярное действие, оно со временем станет привычкой, и таким образом это сформирует ваше критическое мышление. Давайте тогда так. Значит, Научит анализировать, да, но критического мышления нет. Давайте я вас спрошу тогда, что вы подразумеваете? Да. Дайте определение критического мышления в этом случае. Как это? Скептическое. Could you give me a definition of critical thought? Вы видите, он то же самое спрашивает. Когда он говорит, что у вас с ним разные представления о критическом мышлении и просит вас дать определение критического мышления. Есть у вас какое-то мнение по этому поводу? Because you seem very confident that you know what it is. Похоже, что вы очень уверены о том, что вы пытаетесь доказать. Я пытаюсь развести умение анализировать свою деятельность. То есть я знаю, что такое самоанализ, рефлексия, да? Это попытка найти причины и факторы, которые повлияли на получение результата. Вот это самоанализ своей деятельности, либо анализ чужой деятельности. Да? Анализ – способ получения информации о причинах и факторах. Почему? Но анализ – это часть критического мышления, нет? Часть, но не все. Ну, мы же не пытаемся сейчас объять необъятное. Но я пытаюсь из анализа выйти на критическое мышление. Или они все-таки как-то по-другому становятся друг с другом? Подождите, но вы можете, нет, но вы можете дать определение критического мышления в вашем понимании. Не обязательно в понимании, так сказать, ученых или... Поиск плохого и хорошего, критическое мышление, как правило, это поиск плохого чего-то, да, того, что не позволяет. То есть вот действительно причин, которые не позволяют, и факторы, которые не позволяют. Поиск. Анализ тогда получается способ. She said that in your opinion, critical thinking it's a process of searching something negative, something that is not letting teacher to work with. Само слово критика подразумевает очень к мышлению. So, for example, someone without critical thinking would say, my students cannot get a good grade because they are lazy. And that is no critical thinking. Someone with critical thinking would look further into the problem. У него есть кое-что. Okay, so as a teacher in the past, sometimes we see our students and they get answers wrong. And so we say, they are lazy, they are stupid, it's their fault. Is that critical thinking? Yes or no? Вот, например, такой. Я как учитель могу сказать, что при проверке работ, при оценке своих учеников, саму себе говорю, вот они какие-то плохие, нехорошие, такие ученики. Ленивые, поэтому они двойку получили, что они ленивые, делать ничего не хотят, родители не поддерживают. Является ли такое мышление критическим? И можно ли это назвать критическим мышлением? Это критика, но не критическое мышление. В данном случае я согласна. Это критика, да. Потому что, по большому счету, давайте аналогию проведем. Человек приходит в ресторан, эксперт, да, критик ресторанный,
И почему суперповара его боятся, вообще повара боятся и рестораторы, потому что он будет находить плохое, потому что он напишет все об этом плохое, об этом ресторане плохое. Лента критики и эксперты пишут хорошее что-то о ресторане. Единственное, у них такая задача. Вот. С точки зрения тогда критического мышления. Добавляется вопрос, как это задача учителя, да, а критического мышления. критическое мышление на это на позитивном. Значит, у нас разное понимание критического мышления, то есть понимание определения критического мышления. Значит, критическое мышление, мне показалось, я прошу прощения, если я ошибаюсь, или поправьте меня, мне показалось, что вы ищете определение критического мышления, опираясь на слово критическое. Но. В понимании, которое в Америке, например, используется для critical thinking, это то мышление, которое позволяет проанализировать ошибки, неудачи, результаты негативные и найти возможные причины их устранения, пути их устранения. То есть это умение человека, вот я просто определение вам даю сейчас, да? Умение человека проанализировать и определить причины, по которым так или иначе, так сказать, произошло нежелательный результат, да, и предложить или найти причины, как их решить. В данном случае, да, Андрей, вы абсолютно правы, потому что в понятии критического мышления две составляющие. И продуктом любого мыслительного процесса является некий позитивный процесс. То есть продукт должен быть какой-то продукт. Должно быть, опять же, мы то же самое. То есть мы должны найти решение проблемы, которая не решилась по той или иной причине. Ученик плохо учится. Проблема. Ну хорошо, продолжим тему, которую начал Люк, что он недоволен работой учеников, или есть ученики, которые периодически не устанавливают с ним контакт на уроке, мешают работу. И как они эту коммуникацию устанавливают с этими учащимися? То есть это первый. Теперь на второй, пожалуйста. Давайте послушаем, да. Продолжение то, что предложили. How teacher can establish this broken communication again, or maybe establish it just from the beginning. That's a good question. Yeah, it's not an easy question. I'd say that's probably one of the hardest things to do as a teacher is, giving students bad marks and then having them be angry with you, right? Because then they're almost lost. You may not be able to recover that relationship. Because to a lot of students, the grade is the most important part of learning. Это очень сложный вопрос, и я считаю, что это вопрос один из наиболее сложных вообще в учительской профессии, так как иногда мы выставляем плохие оценки ученикам, они просто начинают на нас злиться, и иногда просто от этого ученики теряются в поле зрения учителей, и сложно найти зачастую решение такой ситуации. Вот этому не учат в школе. Как называется? Да, он пытается сейчас сказать. Yeah, so I'm a big believer in open, honest dialogue where you can have your students feel comfortable and safe being vulnerable and sharing emotions. Он приверженец такого метода, чтобы сесть с учеником и все в открытую обсудить, все моменты, которые волнуют друг друга, и и быть максимально открытыми и сделать такую обстановку для ученика, чтобы он чувствовал себя в безопасности в диалоге с учителем. Okay. Все. Такой метод. Ну это после урока, а на уроке? На уроке, если у него плохое поведение, или если он ничего не работает, или что конкретизируйте. То есть он не хочет работать и говорит, оставить меня, да? Такого не бывает. Ну, я давайте пока вам расскажу из моего опыта.
Значит, когда ребенок нарушает дисциплину, мешает, ведет себя нагло, не подчиняется, да, значит, у меня было множество таких случаев в течение вот этих 11 лет работы в школе, да, значит, я делал таким образом. Или просто говорил, все работаете, да, у вас все знаете, работаете, его вызывал, ну, рядом, говорю, садись, да, поговорим, и начинал с ним говорить, что происходит, что случилось. Дома проблемы, тебе сейчас там другой учитель и так далее. Если человек, он начинает, предположим, не твое дело, отстань и так далее, да, тогда я делал следующим образом. Я беру телефон, набираю его отца, и я ему говорю, что я буду звонить твоему отцу. Он мне говорит, отец на работе, не беспокой его. Можешь маме позвонить. Я говорю, нет, я мужчина, я хочу говорить с мужчиной. Звоню отцу и говорю отцу, у вас хороший сын, у него есть способности, но он мешает мне, мешает другим, у меня есть выбор. Первое, я сейчас могу отправить директора, но я бы не хотел этого делать, потому что он хороший парень, в целом, да? Вот. Второе, значит, я решил позвонить вам, и если вы хотите, вы можете сейчас приехать, а он не сказал, что на работе, да, я понимаю, что он с работы не бежит, сейчас приехать и с ним разобраться. Он говорит, а ты можешь ему дать телефон? Это неоднократно, это работало на 100%. Я говорю, папа, с тобой хочешь поговорить? Ребенок меняется в лице. И он мне говорит, зачем ты это сделал? Я говорю, это я сделал или это ты сделал? И он начинает говорить с отцом, и весь класс не занимается занятием. Весь класс смотрит и слушает. Модель вот такая вот, да? После этого вопрос решается. Ну, это я вам говорю, приземленный, практически, реально, то, что практически я делал и делал неоднократно. И работало на 100%. Бывали моменты, когда отец говорит, хорошо, я сейчас брошу все там, траву кашу, не знаю, что делать, я сейчас приеду, через полчаса буду здесь. Вот. И тогда этот человек, этот ребенок, значит, садился и ждал уже, так сказать, молча, понурив голову и так далее. Понятно, родители наши партнеры, это хорошо. А кто еще может быть? It's effective. I do the same thing. Yeah, immediately, not after class, not after class, right away. And I want everybody, every single student in the class. It's shaming them in front of their friends because their friend, they want to be the class clown, the standout. So that when you put that student on the spot, then everyone sees how to not act because no one else in your class wants to be put in that position of that student. So it's good to stop class because that student is disturbing everyone else that can affect their grade. So you need to stop it immediately. So stopping class right away, recognizing that the behavior is negative, and then it's okay. I do that. And you do this as well. I do that. Она тоже точно то же самое делает. Она говорит, что это очень хорошо остановить, потому что страдают все. Остановить класс и поступить точно таким же образом. При всех, да, присадить при всех, чтобы для одного ребенка мне, например, было достаточно. Да, достаточно. А если повторяться может, а плохой он долго будет оставаться плохим. Но как только он начинает повторяться, и все. И он вам говорит, окей, хорошо, я все понял, перестань, не делай это. And eventually the parent will get tired of you calling them. And then eventually, hopefully the parent is supportive. А если некому позвонить? Ну, родители не. А если родителей нет? И дома больная бабушка. Вот тогда нужен разговор, тогда пусть класс работает. Надо поговорить и говорить. Ну, что ты, объясни мне цель, что ты хочешь добиться. Вот какая твоя цель? Тебе не хочется быть в классе, правильно? Ты не хочешь на улицу? Иди. У нас вот есть проблема в данном случае, тут потому что когда действительно правильно есть родители, и они наши партнеры не помогают решать. У нас есть замечательная школа, Нижняя Омра, Труцко-Печорский район. В Нижней Омре, в этой школе, кроме своих детей, учатся еще дети с интерната, детдомовские, и дети из детского дома, да, без родителей которые, и дети с интерната, в который свозят детей неудобных, неугодных со всех наших средних. У меня есть еще одно умение. Я хочу вам рассказать еще про умение, которое тоже может быть применяться. Вот эти дети, которые плохо себя ведут, которые не хотят заниматься, знаете, почему они это делают? Они хотят внимания. Все убийцы, 95%, которые сидят в тюрьме за убийство, они совершали убийство, потому что им подавали. Это не я говорю, это исследование. Значит, в этом случае
еще такой прием очень хорошо работает. Когда ты просишь этого человека быть твоим менеджером, например, что-то сделать по классу. Пусть он не изучает то, что все изучают. Вы ничего не потеряете. Вы дадите возможность остальным детям работать. Я не знаю, что это классика. Вот. И они немножко поработают, и успокоятся, они получат внимание. Это понятно, это наша такая школа. Мы просто хотим узнать, а как у них-то там? Потому что все прям дети... Ну вот у них вот она вам сказала. Нет, школы-то ведь бесплатные. Школа-то бесплатная, никто рублей не платит. В частной школе, ну, зачем они будут выбрасывать деньги на частная школа стоит 10-20 тысяч в год родители платят за ребенка. А иногда и в полгода, в зависимости от школы. То есть там ребенок не будет нарываться на такие проблемы, на большие. Мы говорим о том, как решить эту проблему в классе, правильно? Вот. Какие у вас вопросы еще есть, Клюк? Ну, последний вопрос. Можно уже такой выводы? Какие 5 советов вы говорите новичку коллеге? Когда он идет в класс? Какие лозунги? Давайте спросим Люка и спросим Сильвию. From my experience as an English teacher, the first thing I would tell a new colleague is don't be afraid to fail. Первая вещь, которую я бы сказал своему новопришедшему коллеге, это не бойтесь неудач. Don't give up. Сдавайтесь. Ask for help. Не бойтесь просить о помощи. Be creative. Будьте изобретательны. And have a sense of humor. И имейте чувство юмора. А как насчет любить детей? Как насчет учить понимания? That helps too. Это тоже помогает. Понятно, но не главное. That is inherent. Это само собой подразумевающееся. And what do you think? Вы что думаете? The exact same. Абсолютно то же I самое. don't believe it. I don't believe it. Я в это не верю. Нет, но вы точно начали с того, что нужно любить себя в профессии, нужно любить профессию, нужно любить детей, потому что без любви идти на урок, вот мне кажется, с методикой, со знанием предмета, все замечательно, но это бесполезно. Вы знаете, у меня вот складывается такое, может быть не совсем правильное мнение, вы поправьте меня, пожалуйста. У меня складывается такое мнение, что многие из педагогов, они в такой ситуации, когда нету поддержки, нету ресурсов, есть множество проблем, они потеряли веру, они уже не знают, что от нас хотят. Нас задергали там проверками, нас бумажная волокита и так далее, и так далее. Сказал правильно, не бойся просить о помощи. Абсолютно точно. Обозначать свою какую-то проблемность. Страх признаться в том, что что-то не получается. А помните, он вам говорил, что напиши, что получилось, что не получилось. И потом я считаю, что надо стучаться и открой. Если вы не будете приходить к директору, если вы не будете даже вплоть до того, что там, вот в этот институт приходить, пойти в министерство, собрать родителей и сказать: ребят, ну ситуация плохая. Плохая, ну что вы хотите, ваши дети, ну давайте думать, давайте какие есть мысли. То есть, понимаете, дорогу осилит идущий. То, что трудно, в американской школе тоже студенту нелегко. Я вам скажу, 7 уроков в день, перерыв на обед 30 минут. 30 минут. Вот. Значит, 7, в принципе, учитель ведет 6 уроков. Это ставка. Не полставки, это ставка. Каждый день, без субботы. Суббота, воскресенье, выходные. Значит, шестой урок, это, он называется conference period, то есть это как бы окно по-русски. Окно. Но этот conference period, это не для того, чтобы вы могли сидеть, отдыхать, там, книжку читать или по телефону говорить. Учителя, которые, например, математики, они собираются вместе и обсуждают, как будем эту тему учить, как будем эту, каждый день. Вот, они собираются. Или собираются, обсуждают там, как с таким-то учеником поступить, с таким-то, могут с родителями встретиться. Но это не ваше свободное время.
это время для собраний, для обсуждения с коллегами. А 6 уроков, вы знаете, перерыв между уроками 3 минуты. И эти 3 минуты вы не в туалет идете, а вы стоите у дверей в коридоре и говорите детям, побыстрее, побыстрее идите. Так что лучше 3 минуты или 20 минут, как у нас по закону? Ну, нет, я вам говорю, что это тоже... 3 минуты, это даже дети не успеют. Они вот такие... Спросите себе, Сильвия, I'm sorry, how long is the break between classes in your school? In our area, a teacher is required to have 1 hour. No, I mean, It's 50 students minutes. go from one class to another. Oh, 2 minutes. В ее школе 2 минуты. No chit-chatting. And no Никаких разговоров. no restrooms for the first 10 minutes in the beginning of class, and no restrooms at the end of 10 minutes. 10 минут в начале класса, никаких отпрашиваний в туалет, и 10 минут до конца никаких в туалет. 10 минут не можно. Среди можно попросить. But 2 minutes to get to one class to 2 another. минуты из одного класса в другой перейти. Среди можно дается пропуск такой. Ну, он идет в коридоре, ученик идет с бумажкой от учителя, если его остановит директор или завуч. Как ты здесь? Вот я из 10 класса, то некоторые учителя просто, чтобы не постоянно не заниматься, какую-то делают такую карточку. На столе лежит заготовку, там, ну, желтая, красная, синего, там, туалет. Он дает. Вот. А вот этот плохой ученик, который менеджер, да, он записывает, предположим, Джани ушел в туалет в 10:23. Это как на ЕГЭ у нас. Джани пришел в туалет в 10:48. Ага, вот 15 минут в туалет ходил. И это все потом у учителя на столе оказывается. То есть вы не думаете сюда? Но нет, я вам серьезно говорю, это не мед. Это не мед, это очень тяжелая работа. Очень тяжелая. Оплата большая, да, я согласен. Оплата учителя, вам, наверное, интересно. Я вам скажу, что оплата учителя в Хьюстонском школьном округе, это большой школьный округ. При таких условиях работы. Ну все, просто школа не остается, там все это делает, да? Оценки и так далее. Значит, со степенью бакалавра без опыта работы. Но вот после института пришел работать в школу. Первый месяц. Значит, зарплата начинается от 52 тысяч в год. 52 тысячи долларов в год. Кажется, большие деньги. Из этого возьмите, что нужно платить за страховку. Порядка, если у вас есть семья, там $500 можно в месяц у вас это выйдет. Плюс налоги 25%. Налоги на них очень высокие. Да, это нам грязно. Плюс вы будете платить за страховку дома, если же вы живете в собственном доме. А страховка дома, вот, например, я живу в собственном доме, у меня страховка дома 1500 в год уходит. Теперь разделите на 12, там 100 с лишним долларов в месяц. Страховка машины, примерно, там, 2-3 машины ваши, имеют, уж продаются где-то, уходит примерно 2000 в год страховки машины. К врачу вы пошли, хоть у вас есть медицинская страховка. Это не значит, что вы все бесплатно получите. Например, вы пошли к врачу, терапевту, $25 за визит. А если пошли к кожнику, здесь что-то появилось там, да? Или ногу сломали, там на консультацию пошли. $40, потому что специалисту. Понимаете? Вот операция у меня была, например, у дочери аппендицит. По-моему, между 20 и 30 тысячами счет за операцию. Ну, страховка что-то покрыла, жена просто не знала. Нет, на социальные условия самые лучшие. Страховка что-то покрыла, а мы платили там около 3000, помимо того, что покрыла страховка. Это неожиданно, это как бы, ну, аппендицит тоже, да. Вам надо поставить коронку со страховкой $400. Одну коронку поставить. А если случайно ребенок сломал зуб? Понимаете? То есть, на самом деле кажется, что много, а вот так вот посчитать, то есть очень дорогая жизнь. Да, очень дорогая жизнь. Учителя живут достаточно, так сказать, напряженном ритме. Да, у них остаются деньги на путешествия. Да, у них хорошая кредитная система, они могут взять машину, купить дом с процентом ипотеки, там 5%, а не 10%, там, 15%. Да, разница в этих вещах, там тоже продукты, может быть, хлеб дороже. Знаете, самый дешевый хлеб сколько стоит? Потом. $1, 65 рублей. Самый дешевый. Но это как пластик. Вот. Дорогой, ну не дорогой, а нормальный, как хороший хлеб, $4.
батон. Но может быть, безусловно, дешевле будет стоить виноград, который тоже полкило голый. Понимаете? То есть, ну, где-то что в чем-то лучше, где-то в чем-то хуже. Но что интересно, вот именно в американском, так сказать, подходе, что они упираются и решают задачу. Понимаете? То есть они не сдаются, они упираются и решают задачу. Пишут, стучатся в двери, собираются коллективом и так далее, и так далее. Вот. И задачи решаются. Если директор не может решить задачу, он должен уйти с поста. Я работал 11 лет, поменялось 5 директоров. 5 директоров за 11 лет. Ну, я считаю, что это нормально. То есть человек не мог... На повышение, а внеурочная деятельность какая-то есть? А внеурочная деятельность, она может быть после школы. Ну, она внутри школы? Спортивная, внутри школы, да. Нет, вот у этого учителя, учитель математики, у него должно быть вот это внеурочная деятельность. Значит, в у него ставку входит? два варианта. Первый вариант. В его ставку входит внеурочная деятельность, ему не платят дополнительно за работу с отстающими учителями. Это называется tutoring. Да, с учениками, извините, да. То есть отстающие ученики, он должен с ними сказать, придешь за полчаса до начала уроков, останешься на час после уроков, мама скажет, что приедешь, потому что забрала или папе, там не важно, автобус уже ушел. За это ему не платят, потому что подразумевается, что если учитель не справляется, ты его не учил. Правильно? Я когда начал работать в школе, в Новоярске, в Киевской области, и поставил за четверть двойку, меня завуч вызвал и говорит, что ты 2 двойки поставил за четверть? Я говорю, как 2? Я одну поставил, вот этому. Нет, ты 2 поставил, ты ему поставил, тебе поставил. С тех пор я понял, что он имел в виду. Понимаете? Вот. То есть он работает бесплатно с отстающими учениками. Но если он, например, ведет кружок, или там по спорту, скажем, футбольная секция, вот за это ему доплачивают. Значит, доплачивают могут, ну, обычно $25 в час. Учителя берутся за это делать, потому что дополнительные деньги. Что ж плохого? Есть еще такая вещь, если ученики по предмету не сдали экзамен, не сдали, завалили, их не оставляют на второй год. А есть еще 1 месяц, когда уже все ушли на каникулы, 1 месяц для тех, кто провалил экзамен. И они этот месяц ходят снова в школу на те же предметы. Причем, если он провалил по математике, он может ходить и на литературу, на английский язык, и на математику, и на науку. И по окончанию этого месяца они снова сдают подобные экзамены. Должны сдать, только после этого они их переведут в другой класс. Вот за этот месяц, если учитель работает в этом месяце, учитель получает дополнительную зарплату за месяц. Вот то, что он за месяц получает, условно говоря, 3500 в месяц, получает чистыми, да? То он получает дополнительную зарплату. Учителя тоже за это берутся, потому что каникулы это июль и половина августа. 2 месяца чистых выходит, да? Они месяц работают дополнительно с учениками, а другой месяц у них зарплата дополнительная. Он может поехать на отдых. Да. А занимаетесь ли вы со своими детьми какой-то дополнительной воспитательной работой? Do you pay any attention or do you work with the students to their culture? Еще по направлению развития личности. Oh, the answer is yes. Вы его перепугали, друзья мои. Он уже не знает, чего от вас ожидать. Нет, но речь действительно стоит о том, что нелегко учителям, нелегко везде, нелегко учителям, но если вы хотите быть учителем, надо не сдаваться и искать решение. И она решится, поверьте мне, она решится. Если это вас тяготит, если вас это раздражает, если уже сил нет, плюйте на это дело. Да, я
Спасибо вам. Is it a lot? Is it bigger than a bread song? Случайный экспромт. Люк испугался. Который я организация, понятно, что давайте не возмутимым такой ситуации, все подумают, что Some of them are genuinely there because